Ну ладно, поехали. Потом вводную часть озвучу. And a couple of reasons, mainly because I felt like the other run I did was a little bit too long, and I could definitely do it a lot quicker. And Предыдущее прохождение было слишком долгим, я решил сделать побыстрее. Погоди, что-то он сказал, что можно кидать флешки так, чтобы Леона не застанило этой флешкой. Типа он говорит, в предыдущем ране он не знал, что такое можно делать, теперь знает. Ну ладно. Сейчас посмотрим, как он там флешки кидать будет. Так, бежим на чувака, прицелились. Он побежал на нас, затем мы побежали вперед, и он никогда не схватит. Знаете, на видео, конечно, все очень просто выглядит. Facing the camera in the right direction and quickly aiming allows Leon to quick turn. One thing you're really going to want to get your head around in this run is sort of like turning your camera around Leon. Что-то я прослушал опять, там говорит то, что с помощью прицеливания можно быстро поворачиваться, быстро разворачиваться. Конкретно как, не понял. Ну ладно. Мы здесь собрались посмотреть на забег. Значит, на что-то невероятное. Я не знаю, наверное, весь мы сегодня не посмотрим. Так, забегаем. Можно так вот пробежать, короче, и заевейдить. Не знаю, как по-русски. Заевейдить дядьку, который пытается топором хренануть. Так, мне интересно, он будет бегать по деревне или гранату кинет? Задоджить. Да, русское слово. If any of these strategies are going over your head a bit, check out the other video. I'll try to come back to that. We want to shoot at this guy until we hear Leon say, "Here we go," and then jump through the window, shoot open the barrel and grab the grenade. Берем гранату, кидаем гранату во врагов, добиваем, которые выжили. О, четко. И затем сваливаем через окно. Добиваем противника. Так, попробуйте привлечь как можно больше противников к этому дому, прежде чем заходить в него. Забираем дробовик, патроны. Если кто-то лезет через лестницу, стреляем ему в харю. Внизу много противников собирается, кидаем гранату. Обычно гранатой убиваешь достаточное количество противников, чтобы запустить кат-сцену, но если не получилось убить много, просто добиваете оставшихся с помощью дробовика. Вот, короче, он не стал бегать. Сколько там, 5 минут от противников, чтобы кат-сцена запустилась. Тут, короче, два варианта. Либо ты 5 минут бегаешь, либо убиваешь 15 врагов. Я попытался, короче, убить 15 врагов. Это на самом деле не так просто, как кажется. Потому что расположение противников, оно вообще рандомное. Они могут собраться возле дома, а могут не собраться, ну, нужное количество. И ты одной гранатой не убьешь там это. Второй, точнее, гранатой. Одна граната убивает в здании противников, он кинул ее. Там нужно человек 7 завалить.
И здесь человек 8, и все, получится 15. Но не всегда так все удачно получается. Нет, чтобы по его гайду играть, короче, это нужно быть очень скилловым человеком. And you might take hits, so you want to use some heals, right? There's another heal over there by the way shrine if you want to go and get it. It's another green herb. And this time I don't blow up this or disconnect it. I duck under it to use it against an enemy. We're going to grab this yellow herb and go upstairs as well. Я тоже эту бомбу не разминировал. Я проползал под ней, чтобы заманить противника и взорвать его. Вначале нужно собирать как можно больше драгоценностей, потому что в начале игры нам понадобится апгрейженное оружие. Чем быстрее, тем лучше. Тетя спрыгивает. Я, кстати, вот эту тактику использовал у себя в прохождении, где он ну вот так вот нестандартно заходит, короче, в эту комнату, убегает от врагов, открывает двери. Но смотрите, там еще такой минус, то что может пойти за тобой тетя, а может пойти за тобой бычара. Я хотел быка заманить, короче, на эту, на мину. А за мной тетя бежала, поэтому пришлось, короче, подождать, когда там бычара выйдет. Я тетю подстрелил, чтобы бык ее обогнал. Это в этой главе, если стрельнуть в колокол, то селяне нападать не будут и уйдут. Да, ты можешь стрельнуть в колокол, но я не помню, работает ли это в новой игре. Возможно, это работает только на НГ+, когда ты второй раз начинаешь проходить игру. Во-первых. Во-вторых, ты без прицела, без снайперки с прицелом по колоколу не попадешь. Вот так вот. So be ready if she does start running at you with the pitchfork. A lot of the time though, she just gets close to you and goes for a normal attack. Да, там вроде только с винтовки можно. Да-да-да. Типа ты только с прицелом можешь попасть. Missed my shot on that bear trap there, but we want to deactivate it and coming straight through here, this enemy will always get stuck in this bear trap. You can just run past her. You want to be ready for these two guys with axes. Sometimes there'll be two guys here, sometimes there's one, and you just want to dodge their axes. If this enemy runs at you, shoot him. Shoot this pitchfork guy as well. Если на вас разбегаются эти противники, просто стреляйте из дробовика. И все. О, граната. Ну, слушайте, реально так можно первую главу пробежать за 5 минут. The hardest part of chapter 1 is the village section. Getting that right is hard enough, and you'll probably have to practice it a bit to get that strategy down. But doing it without getting hit once is really, really annoying. But it kind of helps a lot just because if you're not doing, you know, a no damage run, you're just пистолет вроде как не попадает. Да, что-то там это. Типа с пистолета ты попасть не можешь. Даже если что-то... Даже если целишься в колокол. Я знаю, я читал, что только с помощью снайперской винтовки можешь попасть. When we're in chapter 4, we need 3 green, red, and yellow mixed. And there's a couple extra I grab as well. За сколько он прошел эту главу? Throwing away heals, I'll just discard them or store them up, and they're just heals you can use later in the run. За 10 минут? Так, глава 2. Я не буду покупать броню, бронежилет, потому что он мне не нужен.
I tried to make better use of the loot I was getting. So we want to take out that enemy, and when we come in here, if this guy sort of points at you for a second, wait around in this area for him to start moving towards you. We kind of want him to attack. Sometimes he just doesn't, like he did for me. Что-то быстро он сдох. He'll swing his axe, and if he Так does иногда... do that, just run at him and run to his left side. Иногда этот чувак нападает, просто заходите на него слева, и можно его загасить. Так, от этого можно по-тихому избавиться. Из печки забираем сапфир. In the other furnace back where we got the sapphire is some handgun bullets as well if you want them. I just kind of left them because I was in a bit of a rush, but yeah, they're there if you want to go and grab them. Так, он говорит, какие-то патроны оставил, потому что торопился. Говорит, можете их забрать. Забрать весь лут из этой локации, если не забудете. Так, можно было крыс замочить. Мне показалось, у него там пистолет какой-то читерский в инвентаре лежит. О, вот это я не знал. Когда ты в инвентаре, я не понял, погоди, когда ты у торговца закупаешься, время в игре не идет, или когда ты в инвентаре, короче, возишься, время не идет. То есть ты можешь в инвентаре сколько угодно лазить, там настраивать, и при этом это на игровое время не повлияет. Его почти грохнули. Здесь все время появляется этот чувак с динамитом. Там, если не вовремя вылезешь, тебе крышка. Не попал по противникам. Мимо. Бах, взорвался. Динамитчик. Динамитчик разлетел. Слушай, ну это уже спидран. Это уже получается спидран какой-то. Кидаем флешку. Так, динамитчик может кинуть свою динамит. Здесь мы возьмем хил и желтую траву. Ну это, слушайте, это спидран получается. Он довольно быстро проходит. Figure out your own path a little bit sometimes, you know, if you need to adapt or do different things because certain things aren't working for you, that's fine. Just, you know, find what works for you. But after that section, this chapter's pretty much done. Забавно. Говорит, что времени не хватает объяснить страту, которую он использует, потому что на экране действие слишком быстро разворачивается. А мне хватает 2 слов, чтобы описать, что происходит. Ну, здесь тоже мы, короче, ни с кем не сражаемся. Я знаю, я здесь пробегал. Здесь... And then crouch, and then immediately press sprint again, and it will sort of give Leon a little boost up the stairs. Если присаживаться и бежать, то Леон быстрее поднимается по лестницам. То есть вот для чего он, короче, присаживался там и поднимался. Здесь пробегаем мимо пильщика. Вот, кстати, он гнезда в прошлый раз не подстреливал, а сейчас стреляет. Наверное, он здесь не будет эту собаку спасать, потому что с собакой дольше проходить игру. Ну, слушайте, ну интересно довольно смотреть.
Учитывая то, что там не 4 часа, а за 2 часа 45 минут проходишь. You can get that bird's nest. Make sure if you're following along with me here, you grab the hand grenade that's on the cupboard. If you missed it, backtrack a little bit and check where I picked it up. It's in the house just before we unlock that. Так, этого дядю он тоже решил не убивать. Sort of run along the wall and then move towards the small key. That guy will lunge at you, and then you can pick up the small key and then run back the way he came, and he'll have finished his lunge, allowing you to get past him nice and easy. And then we're up here, slapping in the marble thing. Get the insignia key, handgun ammo. You can grab the handgun ammo first if you like. Он пока не сохранялся. Пока не сохранялся. Ну, глава 2, 1-2, она, в принципе, легкая. Погоди, в первой главе тяжелое только начало, когда ты от всей деревни убегаешь. Во второй главе тяжелое, я не знаю, что тут, в принципе. Динамитчик тяжелый. Вон, смотрите. So we're not going to save the dog, but this is kind of a choice for you here. I don't want to save the dog. Well, I don't want to approach the dog and save it, because that will make the Gigante fight a little bit longer. It makes it slightly harder, but it also makes it quite a bit longer. So I like to shoot the dogs in, and that will free the dog. I'm not a monster. I'm not going to leave the dog in the trap. Если спасти собаку, то бой с Эльгиганто будет дольше и немножко сложнее. Ну, короче, я знаю про эту фишку с этой собакой. Там, если собаку освободить и сражаться с Эльгиганто вместе с собакой, то у Эльгиганто жизней больше будет. Если ты не спасаешь собаку, то у Эльгиганто меньше жизней. Прикиньте, вот так вот сделали. Поэтому спидранеры никогда не спасают собаку. Coming in here, don't open the cupboards that are in this room that have got ammo in them, except for the one you see me open in a second. You can get the velvet blue hanging from the ceiling. There's a first aid spray on the table, and there's also some shotgun shells in that drawer. The reason we're not going to go out, I'm going to store away some of these first aid sprays because I've got 4 of them, and that's a little too much for my liking. I need to make a little bit of space. I'm not going to get a case upgrade just yet. Так он может продать их, что он их выкладывает, зачем? Right, so они же стоят всегда одинаково. Рецепт флеш-гранат он приобрел. Так, не забудьте подстрелить гнездо с патронами для ружья. Здесь яйцо лежит в гнезде. А зачем стрелял, говорит. Не хочу подбирать. Мне не нужно яйцо, которое восстанавливает жизни, но он его подстрелил. Бежим за церковь, потому что здесь ресурсы лежат. Наверху, кстати, флешка лежит. Можно ее подобрать, пригодится. Никогда много флешек не бывает. Он, кстати, не потратил маленький ключик. Теперь может его использовать. А, погодите, там, по-моему, маленький ключик можно было использовать в доме, где они там молятся вроде. Где стояла? В доме этого главы деревни вроде там надо было использовать ключик, он его не использовал, если я не ошибаюсь. Ой. And stop him from being in your way. Also, when you drop down there, make sure you do it on the left side of the barrel, the ladder, as far as you can
Это, короче, спидран, совмещенный с прохождением без ранений. В самой деревне он не использует. Ага. Так, здесь мы убиваем всех ворон одной флешкой. Избавляемся от волков. И что там, подстреливаем этот медальончик. Забираем весь лут. Я бы сохранялся, знаешь, перед боссами. Я бы всегда сохранялся перед боссами. Это самое тяжелое здесь. Здесь боссы сделаны грамотно очень. Просто так, короче, ты их не пройдешь. Нифига, сколько у него там прохождений. Ёбушки-воробушки. Это первое сохранение. When you gain control again, come into the storage. Time doesn't add to the game timer while you're in here. I'm crafting up a couple of flash grenades. Ну вот он, когда ты сейчас находишься в печатной машинке, время в игре не идет. Можно сколько хочешь крафтить себе вещей там и настраивать свой инвентарь. So this next section is a little bit intimidating, but to be honest, if you take the same path as me, it's really not that tough. I'll talk about different things that can happen as you're running through. You kind of just want to run. Я, кстати, пробегал эту деревню, здесь меня никто не ранил, нормально. Так, стреляем по гнезду, чтобы потом подобрать ресурсы. Что там выпадет, не знаю, сейчас посмотрим. Я, кстати, это гнездо не нашел. Во. Для дробовика патрона. Я пробегал, кстати, здесь. У меня можно посмотреть прохождение. Ну и никаких проблем здесь не было. Говорит, то, что взорвать эту бочку, когда к ней подойдут противники, и все, можно взорвать ее после того, как выйдешь из здания. Бум, взорвался. Три. Я здесь флешку кидал, да. Он здесь гранату кидает. Здесь всего один был, или что, или остальные сдохли. Ну, нормально. Говорит, у вас может быть оказаться меньше гранат, чем у меня, поэтому будьте осторожны. Не тратьте все гранаты раньше времени. Так. Если уменьшить FPS, то тогда волны вокруг Дель Лаго будут меньше. Вот так вот, значит, да? А у меня 60 FPS всегда стоит. У меня монитор плохо работает на 120 FPS. Появляются полосы. In between each throw, and if you hit him 20, I think it's 20 times during his first phase, he'll die in that first phase, like the first cycle. Если быстро нанести ему
20 ударов гарпуном, то он сдохнет во время первой фазы, и у него не будет второй фазы. Ну, это тоже известно, спидранеры так и делают. Можно гарпуном подбить бочку, чтобы получить денежки. Но он убил его во время первой фазы, ребята. То есть у него, короче, сэкономил очень много времени. In this game compared to other Resident Evils, and I'm only seeing 60 frames on my screen anyway. The game is running at a higher frame rate because I have VSync turned off, but I'm only seeing 60 of them, and I do have a higher frame rate monitor. I just prefer to play on my 4K one. Some of you mentioned in my previous video that the video was a little bit dark. Он объяснял там, что ли, как-то бросать гарпуны, я не понял это. Не понял этого что-то. Там какая-то фишка есть, чтобы их быстрее бросать, что ли. Что-то там Леон садится, встает, садится, быстрее поднимает гарпуны, я не понял. А, здесь, блядь, прослушал опять. Короче, можно катсцену пропустить. Леона, и получаешь управление Леоном и бежишь справа, чтобы тебя этот мутировавший противник не задел. Having trouble picking up the way shrine key heal, but I got to it in the end. Right, so так, это самая длинная глава, мне кажется. We're gonna go and get one of the heads. We want to get this out of the way because it's pretty much the only area in this chapter where we have to fight, unless you count getting snakes as fighting, which I don't really know. The strategy I used here was a lot different, but I feel like this area is actually really easy to get through really quickly. As long as you keep the shotgun. We're going to put the shotgun in storage soon, but for now we want to keep it. So make sure you smash that box that I did, because it's always got a flashbang in it. Sweep into the left. Где-то здесь флешка, говорит. Я не понял, он говорит, там в ящике флешка, но он пробежал мимо. Нет, не всегда говорит там. Стрельните в пол, чтобы противник кинул динамит в то место, где вы стоите, он говорит. Я почти уверен, что этот трюк так работает. Вон там чувак себя динамитом взорвал. Так, здесь сокровище можно подстрелить. Ага, один вышел. Ну, нормально, чё. Главное, чтобы патронов для дробовика хватало. It might not be worth reloading it because we're going to send it to storage and then very soon we're going to sell it. So, yeah, I'd keep the shotgun shells that you haven't put into the shotgun in your inventory and save them for later because we're going to get the riot gun in this run. One big change in this run. Так, здесь сокровище наверху находится. Он, кстати, бочки мог снести там. Бочки в пещере. Может быть, сейчас, может быть, он их залутает. Может, нет. Нет, не стал к бочке. Ага. Забыл. Вернулся все-таки, бочки забрал. Вот, кстати, патроны для дробовика выпали. Будем смотреть, сколько тут глав. По часу в день будем смотреть, а то что-то меня в тоску вгоняет это прохождение Resident Evil без ранений. Отправляем в инвентарь дробовик. 16 глав, да. Сейчас час пройдет, просто что-нибудь другое посмотрим. Здесь мы берем пистолет.
El Pistolетio, One thing Red you Nine. might notice in your runs if you do strategies like this, if you're just running past stuff, is that you'll end up with a ton of handgun ammo just because the case essentially turns the loot you find into handgun ammo, and you end up with an absolute abundance of it. Now, if your pistol's weak, that's kind of useless. При прохождении со стандартным этим кейсом для с чемоданом со стандартным для пистолета выпадает очень много патронов, поэтому у вас будет в инвентаре дофига патронов для пистолета. Интересно, поедет он в деревню, в первой главе, которая была, где Луиса спасали. That's why you'll see me doing a few merchant requests to get spinels. Spinels? Mate, whatever, you know what I'm on about. Those pink things. Spinel. That you very rarely find. Right, the solution for these are always the same. Also, I went to the Chicken Island. Make sure you get the gold egg. Не забудьте на Курином острове забрать золотое яйцо. Всего их 2 в игре. И не продавайте эти яйца торговцу, потому что они пригодятся при сражении с Салазаром. Так. You need to keep that to make a boss fight later a hell of a lot easier. You'll be kicking yourself if you use it, I promise. Alright, so... Блин, интересно, как он с боссом сражаться будет. Ну, в принципе, мы видели уже. Он не поехал в деревню к аборигенам. Поехал сразу же. Он хочет, наверное, рыбу большую убить. Да, это за реквест. Задание торговца. И... Погоди, и он поехал... Да, он поехал, короче, к этой. Туда, глава, где он был сейчас в предыдущей главе? В главе в 3, да? 3 глава была. 4? Или 3? Короче, возвращаешься в эту территорию, где ты был в предыдущей главе, и там нету противников. Можно залутать ее спокойно. Я так делал. По его прохождению. Это мастер. Мастер джедай. Показал, короче, как проходить игру. А он эти не уничтожает? Он уничтожает медальончики. А змей он будет собирать? Интересно. Вон там этот синий медальончик. Знаешь, короче, пройти игру на профессионале, на S+, это, по-моему, будет... Это тяжело, потому что я поиграл сейчас на профессионале, это вообще жопа. Так, уничтожаем змей и медальончики по пути. Одну змею он взял, гадюку. Ну он же синий медальончик, стрельни в него. Стрельни, он тебя ждет. 4 из 5. Wouldn't say I'm particularly involved with the speedrun community, but I do know a few speedrunners and I watch speedrunners myself. So you pick up these strategies, especially when you build and runs like this yourself. Странно, что я этого чувака раньше не видел. То есть я знаю крутых людей, которые проходят Resident Evil без ранений, а на него я вообще ни разу не попадался. The reason I'm not using glitches isn't because I don't like them. It's more because I know that people like my Resident Evil videos as guides. They like to follow along and learn how to do things from my videos. Он говорит, что не любит использовать гличи и предпочитает снимать видосы как гайды для
того, чтобы люди могли смотреть и проходить по его видосикам игры. Ну, мне тоже не нравится, короче, с гличами, с багами. Вот когда чувак на скилле проходит игру без гличей. Очень интересно. Хорошо, что сейчас интернет вообще развит. Круто. Я смотрел его гайды по второму резику. Ага. А я что-то не попался на него. Я его нашел через поиск на ютубе. Здесь загадка очень простая. Короче, вот этот внешний круг создаешь, и все, и остальное подстраивается. Я первый раз ее как-то случайно решил, просто натыкал, рандомно тыкал, и получилось. А потом его прохождение посмотрел, как они крутятся. Это вообще загадка. Там некоторые люди эту загадку решить не могли. Сейчас он будет с Эльгиганта сражаться. Ну, короче, первые главы у Резидента в 4-м резике, они чилловые. Ты просто играешь и расслабляешься в начале игры. А затем такое дрочилово начнется. Короче, вообще жесть. Во-первых, знаете, где я застрял? Сначала я застрял на сестрах Белла. Я, кстати, загрузил прохождение на YouTube. Сначала застрял на сестрах Белла. Потом я застрял на главе деревни. Затем в замке я застрял в комнате, где лучники стреляют по тебе. Это вообще такая жопа. Здесь, короче, самое интересное начинается потом, когда ты из деревни уходишь. А, я еще в доме застрял здесь. Ну, в принципе, дом я прошел. Нет, сколько там попыток-то было? Ну да, сначала в доме, потом на сестрах Белла с бензопилой, затем на Мендесе, главе деревни, затем в замке на арбалетчиках сраных. You probably shouldn't be seeing glitches, but the odds are you're in the wrong place. You know what I mean? You're looking at the wrong. О, смотрите, перед боссом сохраняется. Alright, so we're saving it here. The looting is done. I'll come back to the speedrun conversation at some point throughout this video. Again, don't feel bad. Don't feel like I'm trying to have a dig at you, because I'm not. It's just something I see a lot. Что он купил-то нам, я не понял. You know, bit of a misunderstanding. So we're mixing up the herbs here, inlaying these free rubies into the mask that we just traded with the merchant. We need to get that from the merchant before we put the gemstones in it. We're putting in the sapphires into the flagon. Так, продает хилку, все бриллианты. Он сейчас будет апгрейдить снайперку. Кейс апгрейднул, снайперку купил. Прицел взял. И апгрейдит снайперку. Вместительность, перезарядку. Ну, до максимума он ее не... До максимума он ее не проапгрейдил. Как я понимаю, пока ты пользуешься инвентарем в пятной машинке, время останавливается в игре. Я его гайды, кстати, смотрю по 4-му резику, чтобы убедиться, что я ничего не пропустил. Так. Стреляем в башку ему. Тут нужно быстро действовать, кстати. Я могу, короче, вам еще... Короче, стреляем по паразиту, даже если он на полу стоит. Так, кидаем гранатку. А это его оглушает, короче, граната оглушает, чтобы он не разгонялся.
А знаете, что я кидал? Я флешку кидал в этого паразита. По-моему, она урон большой наносит. На самом деле, вы посмотрите так, да? Он убивает Эль-Гиганта за 1 минуту, может меньше. И типа захочете повторить так же, и хрен так получится. Потому что я смотрел спидраны, как они убивают, а потом думаю, ну, сейчас я ему разнесу. А потом оказывается, что не так-то просто целиться. То есть тут нужен большой скилл, чтобы прицелиться и не промахнуться в башку, во-первых. А во-вторых, в этого паразита, потому что Эль-Гиганте, он двигается постоянно. Если ты там хотя бы на долю секунды промедлишь, он уже будет немножко двигаться не так, как на видео. И все. И все, ребятки. Дальше он уже на вас бежит. Вы паникуете, что делать, куда бежать. Он вас ударяет. Про спидран. Чё про спидран? Про спидран или про спидран? Что ты хотел сказать этим? Геймпада вообще хрен попадешь, да. Да. Ну вот как он, короче, разворачивается. Ты камеру поворачиваешь в ту сторону, которую хочешь развернуться. Жмешь кнопку прицеливания и быстро разворачиваешься. Сейчас самое интересное начнется, ребята. Первые 4 главы — это просто расслабуха. Opt for pulling the dog out of the trap, but I wanted to save him. I can't leave that dog, man. I can't do that to an animal. Can't do that to the floof, right? So I'm not saving it here. It's up to you if you want to save at the beginning of chapter 5. I like to save after the first area in the graveyard, and that way we've got like one sort of tricky area before the cabin. Это он этим ножом сбивает, чтобы не сагрить противника, который внизу. Стрим про спидран, я понял. Да, это не спидран, это прохождение. Ой. Мы 1/3 посмотрим сегодня. А то меня не хватит на весь спидран. Так, сейчас интересно, ребят. Здесь флешка лежит, он ее подобрал. Блин, ну, прям скилл... Меня тащусь от скилла игроков, от некоторых прям. Подождите, когда чувак отвернется, затем бегите и зарежьте бабулю. Обходим по левой стороне. Ждем, когда чувак подойдет, и подбегаем, резко режем его. Бежим дальше, и нас не палят. Так, это... это он выстрелил для того, чтобы чувак с коктейлем бросил в то место банку. Ну, типа так забайтил его. Ну вот он сказал то, что я и прокомментировал, то, что чувак кидает молотов в то место, куда ты стреляешь. Сохранился. There's a couple of different strategies you can use here. Like I mentioned before, you open these cupboards here, and a lot of the time you'll get rifle ammo.
because we've just saved it, we can manipulate the RNG in the game if we want to. So if we come in here and open up the cupboards, it doesn't have the ammo. А я, кстати, обошел этих чуваков по... Не получилось зарезать его. Под землей прошел. Блин, ну у него реакция, конечно. Реакция бога. Там Эшли сейчас это... Хорошо, что Эшли быстрая. Прям вообще четко. А сохраняться сколько раз можешь, чтобы ранг получить? 15 раз. Скидываем лестницу и все, бежим дальше. Не получилось. Пытался зарезать. Получилось, короче, прострелить одного и попасть по второму. Короче, перед домом он не сохраняется. А я здесь просто пробегал, флешку кидал и пробегал. И то, что там чувак, никого я не убивал. А, он, наверное, убил того, кто Эшли ворует. Не знаю. Здесь, короче, смотрите, одним выстрелом двоих убиваешь. Затем здесь ты убиваешь двоих одним выстрелом. Взрывайте бочку. Сейчас тут ждете, когда чуваки выбегут, кидаете гранаты в них. Здесь нужно быстро действовать, короче. Так, ну и вот таким образом, короче, выпадут все доски, которые нужны для заколачивания окон. Чтобы вызвать вторую фазу, нужно заколотить все окна. 12 kills. Это нужно 12 убийств сделать, чтобы выпали все доски. Прежде чем началась вторая фаза, можно забежать на второй этаж и залутать все предметы. Блин, нифига он сколько патронов для снайперки насобирал. Я в шоке. Промазал. Нужно убить 5 противников, прежде чем зареспается бычара. Этот по своему попал, по-моему, топором. Если мне не показалось. Давай, режь его. Так, ну вот бычара вышел. Нужно убить бычару, чтобы закончился штурм. 4 раза выстрелить в голову. Проще всего сделать с флешкой. Ой, перезарядка долгая. В плечо я ему попал. Легко, говорит, вообще, говорит, ребята, все легко и просто. Сейчас будет еще интересный сегмент с этой сестрами Белла. Sorry if you can hear loads of noise in the background. I have pet rats, and the cage is right next to my desk, and they are being nuts right now. So if you hear lots of noise going on, that's why. It's not me fidgeting all over the place. They're quiet all day, and then I start recording, and they start going crazy. All right, so
Coming to the merchant then, we're gonna go to the treasures and put the yellow diamonds into the butterfly lamp. And then we're gonna save again, because we've got other things to sell. Сохраняется. You might need to trade with the merchant to get that one of the yellow diamonds. Check if 4 раза сохранился. Might want to check it out. Странно, что он сохранился перед тем, как продал все. То есть ему, если его грохнут, ему придется заново все это. Он говорит, типа, взял новый чемоданчик. Зачем? Я не знаю, что дает черный чемодан. Ну, короче, он материалы выпадают большие. If you've just saved it and come in, these two enemies will be in different positions. This woman on the left will always be there, but this dude kind of has pathing where he goes backwards and forwards. Somehow I got away. Так говорит, вот этот чувак может находиться на другом месте. Не в том. Не в том месте. Нужно просто подождать, когда он к вам подойдет, и загасить его потихой. Пробегайте мимо бабули с этим, с арбалетом, кидайте флешку и все, чики-брики. А здесь дядя, который хватает. Нужно быстро его подстрелить, чтобы он не успел схватить. Coming in here, using the riot gun to shotgun that guy down. Make sure you shoot him in the legs. If you shoot him in the head, he might mutate into a Las Plagas. Если стрельнуть ему в голову, он может мутировать в Las Plagas, поэтому лучше стрелять в ноги. And smash the barrels. You may think I'm out of sync. I'm just trying to explain things, and I move so fast that, you know, I can't talk like an auctioneer. So I'm not in sync. We're gonna stab this guy in the back right now. That'll prove that I'm not. We are still in sync. But yeah. Вот там бабуля сзади подкрадывалась. Translated in video is all the nuance that goes into a lot of these tricks. I try to remember it all and explain it, because there's a ton of things like position. Сейчас будет интересный, короче, момент. Snuck up on that guy and stabbed him in the back, but you want to stay as far right when you're going up the stairs as you can to stab him. If you are in the middle of the stairs as you run up, or to the left, a lot of the time he'll spot. Ну он собирает опять драгоценности. Whereas if you're really tucked in on the right. Я здесь это не то, что без ранений пройти не мог. Я в принципе не мог эту локацию пройти. Не забудьте подобрать патроны для снайперки. Сейчас нужно, короче, быстро валить ее в башку. Здесь вообще промахиваться нельзя. Раз, два. 3. 3, короче, в башку и одно в тело. Оборачивайтесь, кидаете флешку. И юзайте, короче, хреновину, чтобы открыть ворота. Она должна, погодите, телепортироваться за него. Ему. Здесь, если далеко отходишь от Эшли, она к тебе телепортируется. Like she'll get grabbed sometimes she won't. It's kind of frustrating. It's Ashley mechanics. Ashley doesn't make any sense and she's really annoying and she just does nothing but frustrate. Так, ну если ее не схватят, то она телепортируется, короче. Иногда, говорит, ее хватают. Shotgun ammo, handgun ammo. When you're coming through this area, these enemies are all really weak. So you can use the handgun to take. Он говорит, противники очень слабые, поэтому можно использовать не дробовик, а пистолет. Когда они на вас побегут, стреляйте по бочке. Он говорит, не успел выстрелить
в бочку, поэтому они пробежали, ну, пробежали, короче, подбежали к нему. Если нормально по бочке выстрелите, то можете сэкономить патроны для дробаша. А, он здесь сохраняется перед боссом. Так, убирает дробовик. Продал бы. Так, продает все эти драгоценности, плюс патроны для пистолета накопил до хрена. Покупает ТМП. Качает урон у ТМП на максимум. И все. У него всего 90 патронов на ТМП. Интересно, слушай. Open up these barrels. This is why I didn't smash these barrels when I came through here. It's because if the only weapon you have is the TMP, or any weapon, if the only weapon you have is a rifle, the chances of you finding rifle ammo are greatly increased because you won't find ammo for a weapon you don't have. So if you only have the TMP on you, он говорит, что какое оружие у вас в инвентаре, такое чаще, патроны для этого оружия будут выпадать чаще. Если у вас нету в инвентаре ТМП, ну, то патроны для него не выпадут. He shouldn't be, if you do that quickly, he shouldn't be able to hit you with his first attack, allowing you to open up these boxes and get the Быстро он ему ушатал. Я тоже, кстати, так сделал. Я из снайперки потом ему в глаз стрелял. Можно спрыгнуть и ударить ножом. Смотри, просто он за первое падение Мендеса ему хренанул все жизни, и сразу вторая фаза началась. Так, если стрелять в голову, то урона наносится больше, чем в тело. Привет, здорово, Халран. Давненько тебя не было. Чё, чем занимаешься? Мы тут вот смотрим, короче, это. Заходим за спину. И все, расстреливаем из ТМП. Да. Это было легко. В данный момент хотел посмотреть «Форсаж 10». Ну, давай, а то мы тут Resident Evil 4 смотрим. Тут кто не в теме, наверное, не поймет, что происходит. Это запись. Да, это запись. Мы смотрим прохождение. Смотрим прохождение чувака. Я только в 7.8 проходил. Ну вот новая игра вышла, там это на торрентах уже есть. Можешь зайти на торренты. Скачать, поиграть. Прошлый стрим слетел. Да, я перезапустил стрим. И удалил предыдущий стрим. Hang on a second. Let me show you what we're selling here. TMP, Mendes Eye, Vintage Compass. We're selling all that stuff. That'll give us all our money back pretty much. A little bit less. I think we lose like 5-10k. У него 5 спреев первой помощи. Arrange the inventory. I'm going to make a flashbang as well. Mixing up these herbs. Так, дробаш берет. Okay. But yeah, О, бабочку купил. Для магнума. Патроны для магнума.
Я Денис, если что. Да ты уже говорил, уже который раз пишешь, что ты Денис. На юриста учишься. Мы все все мы помним это. Try to tell somebody that because they've glitched, it's not a real speedrun. All you're really doing is making it look like you have no idea what you're talking about, because, you know, there are rules and regulations to speedruns. Like, the community comes up with the rules. Speedruns are broken down into categories, so glitches can't be used in all speedruns of that game. There are runs that don't allow for тут glitches. довольно простой сегмент, вот And этот вот, if you say to someone something like, где нужно "This isn't a это real из speedrun, пушки you выстрелить. glitched," you just make it painfully obvious to everyone who knows about speedrunning that you don't know about speedrunning. Хотя, ну, я, кстати, проходил несколько раз это место, и в меня ни разу не попало это катапультой. То есть я тут особо сильно не старался пройти. Сильно особо не старался пройти этот сегмент, но у меня в любом случае, то есть... Из пушки в меня не попадали, из катапульты. Я искателю. Понял тебя. If you follow my path in here, neither of you will go down or get stunned. Make sure you tuck into the wall there as you go. Забавно, что он не убивает всех, а спокойно мимо них проходит. В чем прикол? Это самая сложная сложность, да. Здесь прикол даже не в том, что это самая высокая сложность. Он проходит игру на ранг S+, без ранений. То есть его ни разу не ранили за прохождение игры. Ее напарницу схватили. Короче, он не успел свалить с карты. И здесь, короче, Эшли телепортирует к тебе, если ты далеко от нее отошел. Вот в чем прикол. Ее не успевают утащить. Так, что он тут будет делать? А, здесь сзади чувак приходит, его нужно загасить. Ashley's getting grabbed here, but that's fine again. They're just going to bring her to us anyway. So I'm going to use the rifle here to take out a couple of these enemies. Don't use too much rifle ammo. You will need it in waterhall. Не тратьте слишком много патронов для винтовки, потому что они пригодятся в дальнейшем. У него патронов для пистолета дофига. Эшли к нему тащит. Чувак немножечко это попутал, куда нести Эшли. Притащил ее прямо к Леону. Интересно, сколько пальцев прошел, не знаю. Я второй резидент, примерно 12 часов проходил. Долго. Интересно, будет убивать этого в темнице слепого? Как вот там, Горадор зовут или как? Головоломку люто спидранил, да. Мы смотрели на этом. На стриме, как он спидранит головоломку. Дверь не может попасть. Да-да-да. About speedruns. I don't mean to make anyone feel stupid, or I'm not even trying to be mean about it, you know, because I understand, man. Like, not everybody understands this stuff. Not everybody's into speedrunning, but the whole glitching thing and like speedrun, people don't, you know, make those things up on the fly.
Like, it's not like, oh, I'm just gonna do this and that's a speed run. Like, there are rules to speedrunning, and you might think, well, what gives someone the right to make up rules? And it's pretty much to make it a level playing field. That's kind of why it's done. Like, let's say if a game has an advantage for playing on a higher frame rate, what the community will say is, okay, so you've got to cap your frame rate at 120, and then you can't go higher than that. Because sometimes the strategies where the higher frame rate you have, попал на Горадора, на слепого чувака. Он, наверное, он будет с ним сражаться, да, чтобы получить бонус. На тебе в спину. Он слепой. Надо было его с ножа валить. Сегодня Виталия видно не было. Да, сегодня что-то многих никого нет. Наверное, отдыхают, чё. У нас еще Dead Day чего-то не зашел на наш стрим. Обычно он сидит здесь по ночам. Вот. Ну да, ладно. Ну да, он, короче, решил драгоценность взять. А здесь, наверное, не получится свалить, не убив его, да? Пока будешь крутить ручку, он тебе это в спину воткнет. Свои когти. You know, that's the one run where they've done really well, but the odds are they've had to do hundreds of attempts to get that one run, and you're just seeing that one run that went well for them, you know? And it's really frustrating when you put that one run on YouTube, and then someone comes along who obviously doesn't know about speedrunning and just shits on it. And it's like, oh, well, thanks, you know, that's great, thanks, yeah, appreciate that. Здесь, кстати, это маленькая фигурка Салазара находится. Ну, слушайте, он довольно много ресурсов накопил. Если бегать, бочки взрывать, не убивать противников, то можешь накопить много патронов для пистолета. Взял, дернул. Случайно. But yeah, it's not. I don't expect people to know about it. I know it's one of those things that the only way you're really gonna know about it is if you. Так, загадка простая. Тут ржавый меч на могилу, кровавый на убийство рыцаря, золотой в посвящение, железный на первую. And none of the community is there to sort of help. Because a lot of the time you'll see in Twitch chat somebody will ask questions or say something, and then it will be explained. У него уже места нету в инвентаре. Я тоже хочу, чтобы у меня было много патронов. Все, вернулись в главную. Сейчас будет самое интересное. Так, тут у нас драгоценность находится внизу. Блин, что-то меня вообще в сон клонит. Я вроде бы встал 6 часов назад. But there's so much that can go wrong. There's so, like, it took me hundreds of attempts to get that run, and then I put it up on YouTube, and people are just like, "You're shit. I don't think you're cool for cheating. You had to do this to beat the game." Смотри, он попал в решетку 2 раза, выстрелил по вазе. This is the first time I beat the game. Like, you know, like, do you not think I beat the game normally before I started speedrunning? I just. Он флешек много создает. Флешки здесь топовая вещь вообще. Позволяют пройти очень много мест и не получить урон. Чтобы не сражаться с противниками, короче, флешку кидаешь. У него столько много патронов, что он из пистолета открывает.
бочки вскрывает пистолет выстрелом. А, он все-таки решил здесь сохраниться. Сейчас сложный сегмент будет. Я, короче, застрял на этом сегменте вообще надолго. But just it all comes down to with YouTube what you search for and what's stuck in your face as well, what YouTube recommends to you. So if you want, you know, a glitchless Я что, один опять? Да, не знаю. for Кто-то no есть. glitches or glitchless В чате or ты no один. major glitches, that's usually what you want to look for. If А you see a run that has any percent on it, the на odds are it's стриме, got может быть, glitches. кто-то еще есть. Просто That's just сидят, kinda how it молчат. works. Не все, короче, Right, so любят sniping down two enemies, I'll get back писать to на commentary. стримах. I'm sorry, I know I'm getting sidetracked. Так, значит, он бежит в дальний угол. Там Эшли обычно хватают. Я тоже сюда бегал. А, он спидранит, короче, эту локацию. Здесь, короче, если этим противникам башку снести, то они мутируют. Понятно. Короче, он даже не стал ждать. Он просто... Он по ногам стреляет специально, чтобы они не мутировали. Взял флешку. Ну да, слушайте, это хороший вариант. Кинуть флешку, а затем крутить колесо. А где Эшли? Стадо гасим. Здорово, Андрей. Да, смотрим прохождение на профессионале без ранений. Там лучники самая жопа. Короче, там толпа лучников. О. Почти лучник почти по нему попал. Жопа вообще. Ему повезло. Пришлось бы переигрывать. In this area, doing this section no damage. It's not a lot of fun. Once you get up here, the archers should leave you alone, and you can wait for Ashley to catch up to you. Когда вы подниметесь наверх, лучники отстанут от вас. Это самый лучший сегмент, самый сложный в начале замка. As soon as Ashley goes up, come over here, turn the wheel, get it all the way turned. Make sure you've got your pistol fully reloaded at this point, and then start. Убедитесь, что у вас пистолет перезаряжен, стреляйте по противникам. Пам-пам-пам. 3 if you're lucky, 2 if you're really lucky, 1 if you're God. All right, so that's 3. Or no, this is number 3, right? Yeah, there we go. And that's 3. This is number 4. Missing a couple of shots. Let's go ahead, take him out. Right. So when you've taken out those 4, get the sniper out. Убираете этих противников, берете снайперку. Ну слушайте, тут нужно без промахов, короче, стрелять. Я куплю мафию новую сейчас. Я вернул 2 игры от я, такие как Dead Space 3 и Dungeon Age. Оно все у меня в лаунчере Xbox. У меня Game Pass Ultimate, там все игры от я мне дали халявно Game Pass. От DS Nitro. Что такое DS Nitro? The objective here is to stop Ashley from getting grabbed. If Ashley gets grabbed, then she drops the platform that she's raising, and that means she has to start again. And that takes a whole bunch. Если Эшли перестает крутить колесо, то платформа падает, и нужно ей заново начинать крутить. Так, не ждем, короче, когда она придет, сразу же бежим. Ну, слушайте, ее не схватили. Сейчас она... Интересно, он прошел этот сегмент, конечно. Я не знаю, тут, наверное, нужно немножечко удачи. Дают пользователям иногда. Ну, у нас, слушайте, набралось людей каких-то на стриме. Я не знаю, кто это зашел к нам. Open up these boxes. And yeah, where we go. Ну, он довольно быстро проходит, прям он натренировался, прям мое почтение. Between Mendes and Waterhall, but to be honest, the bit with the trebuchets isn't that hard. And the what's the blind guy's name? I know it begins with a G. It's not no, Ganados is just the normal guy. I don't know. Yeah, the blind BDSM looking dude. Городор, по-моему, слепого зовут. So getting past him can be a little bit tricky, especially doing it no damage. It wasn't a lot of fun.
Так, тут это гнездо. Здесь можно рыбы наловить. Вот этот жука вообще, как его нашли? Интересно. Я видел, спидранеры подбирают этого жука в стене. Поцарапанный бриллиант. Ага, он, значит, еще раз сохраняется. Понятно. Ну, сейчас будут эти по стенкам бегать. Тоже тяжелый сегмент. These chapters aren't too tough. There's only really one tough section in these chapters. Selling up the scratched emerald, a few bits and bobs. The viper goes as well. Crafted a couple of flashbangs there. Opening up this barrel or this box to get whatever's inside. Sometimes you can get ammo out of it, which is nice. Readying up with a flashbang as we come through here. Денис, тебе Dead Space 3 понравился? When you throw the flashbang, run straight in. Snipe the red dude in the face, and then you want to move quickly to that barrel that I shot. Come through here. Ага, стреляем, значит, красному в лицо. Он подбегает к бочке, и его это взрываем нафиг. If he manages to stun you as you run towards that second barrel, you can run up to the stairs and shoot it there. And if you do everything in the same order as me there, he should be dead. Конечно, так посмотришь, все просто выглядит. Come up here, you want to use your shotgun to push them back if they are. There's also enemies down below. That's why I shoot that barrel. And then we're making a swift exit out of this room. Все просто вообще. Не играл еще? Ну еще поиграешь, я думаю. That's a really quick way to get through it. You really have to make sure that you hit that sniper shot quickly and then run into the room. It's really important that you throw the flashbang and then run in just before it explodes to shoot him in the face, like momentarily afterwards. Alright, so turning around after that cutscene, grabbing up the lithograph, smashing open his case to get the velvet blue. We should have all 3 stones to put in here. Я сначала не понял, как загадку эту решать. Здесь надо, чтобы цвета еще совпадали, не только фигура. Я не обратил внимания, что там в квадрате, в шестиугольнике находится фигура. Так, сейчас будет тоже интересный сегмент. Но он, наверное, его быстро пройдет. Здесь бегаем по забору. По забору, блядь. Как она называется-то? По стене замка. Блин, вот эти вот быстрые монстры, они очень сильно вредят, я не знаю. Они, наверное, дальше не бегут. То есть, если он не боится и не убивает их, значит, они дальше не бегут. Берем флешку. Да, тут целая толпа ублюдков. А, то есть можно кинуть, короче, флешку и убить еще паразита этой флешкой. Если они у него есть. Смотрите, как тут можно через текстуру пальнуть и открыть ворота. Ну, это довольно просто, слушайте, с флешками-то. Перекидаешь гранату, открыл ворота. Главное, чтобы у вас остались гранаты для следующей главы. О, тут эти лучники. Лучники — это самая большая жопа в игре. Еще один жучок. О, вот этот вот дядя может топором бахнуть. We've taken down one of the things for the ladder. We need to be really quick up here. Again, if you want to be brave, you can run straight for the cannon and just turn it and hit him. И можно сразу же подбежать, короче, к пушке, как только вылезете, пальнуть из нее. Слушай, он довольно быстро главу прошел.
Я здесь час конетелился на этой главе. Блин, как быстро глава проходится, если ты знаешь все фишки. Но я не запомнил, куда нужно кидать гранату, так что... 5-минутная глава, говорит. Take your time getting through that area, you extend it by a good 3 or 4 minutes. So really useful to do those tricks. The one Да. two difficult parts in that section, hitting that shot through the gate to knock Если down фишки the знаешь, rock проходишь guy. главу за 5 минут. Вот так вот, короче, нужно запоминать, чтобы потом Running пройти across that игру на last S+. stretch where Ну, там еще usually тренироваться taking много the надо. rocks can be quite tricky as well. Like you can play it safe if you want to. Gaining control Доброй down ночи. here, Вот we've got Дэдэй, run forward, здорово. grab the yellow herb, Ты где smash был? open these vases. At this point, I'm Оповещение just не kind of пришло. looking for ammo Мы rather тут than думали, the где satyrs, наши just люди, got the satyrs as well постоянные we зрители. So this is the first chapter where heavy grenades can show up, and we need heavy grenades. I'm not saving it here, I'm just using the typewriter storage to craft stuff. Нам в дальнейшем понадобятся тяжелые гранаты, большие, там, или как они там переводятся. Go over to them. It's probably just because they had money in them, and I'm only looking for stuff that has ammo or gunpowder. Really. Привет, Олег. О, Николай Шариков, здорово. Слушай, а что тебя так давно не было? Николай, чем занят? Работаешь? 2 пришло, уснул. Да ты иди спи, что ты, мы тут фигню смотрим. Я не знаю, до конца сможем досмотреть или опять приколы с башкой начнутся. Короче, сколько посмотрим, столько посмотрим. А то, когда я много говорю, у меня начинает голова болеть. В Москве сейчас? Работаешь? Так, отсюда можно подстрелить собаку, пока она за решеткой. Yeah, we won't be upgrading the next case Boom. for quite some time. Shotgun this dog, snipe this dog. I like to reload the snipe here and then whip out the pistol to smash this vase. Once you've done that, be ready to pull out the shotgun because there's going to be another dog coming for you. You can grab the elegant chessboard, be ready for this dog to run at you around this corner. Собака на вас выбежит из этого угла, будьте готовы к этому. If you want to play it a little bit safer, you can just wait after that dog that we snipe through the fence, and the one that just ran at us is the one that jumps over the fence, so you can just wait for him to jump over the fence and kill him. Отдохнуть и развеяться поехал. Понял. Теперь в Москву ездят отдыхать. Раньше из Москвы уезжали в Таиланд, чтобы отдохнуть, а теперь в Москву ездят. Я в Москве никогда не был. Pistol ammo. You can see that I've still got like over 100 pistol ammo. I'm not really using it a lot. Throwing a grenade at the cage. Лучше иметь ресурсы в инвентаре, чем патроны для пистолета. Как видите, я использую патроны для пистолета очень... Ну, пистолет очень редко. А знаете, как Эшли... Короче, как здесь с Эшли играют? Дают ее утащить, а потом кидают флешку и уходят. Ну, сейчас посмотрим, что он сделает. Чтобы спасти ее, короче, кидают флешку, уходят за дверь и ее телепортируют к тебе. Three guys run out. You want to try and shoot the bold guy. He was zooming for me here though, so I had to run after him a little bit. Нужно пострелить лысого чела. Не понял, зачем. Наверное, он Эшли хватает. Или он что-то делает неприятное. Because you kind of have to wait for Ashley to get grabbed, and you either want to go and get the guys that have grabbed her, or you can use this strategy, which is really handy. Another heavy grenade there, which is really nice. О, гранату получил большую. Берете флешку, целитесь в окно. Когда он с Эшли подходит, кидаете флешку, заходите в дверь, и Эшли телепортирует к вам. Тынц. Вот так все. Объективно Москву сделали очень хорошо. Все для людей на уровне. Ну да, я вот думал, что когда-нибудь надо посетить Москву. О, еще одну гранату. Большую получил.
is leave them till after this mission. We're going to make our next save after chapter 9. If you leave all of this stuff, you can manipulate the RNG so that you get heavy grenades out of it by loading the save, seeing what's in all the cupboards and можно здесь сохраниться, а потом загружать игру заново и подобрать нужный лут. Например, чтобы выпали большие гранаты. Сейчас посмотрим, как он убьет рыцарей. Сейчас интересно. I've already smashed open all the vases. I'm getting these blue medallions as well for some extra spinels. Not completely necessarily, but it helps to have them. And when you get to this point, when you've reached basically the second vase worth of loot, turn around with the rifle. Понял, стреляем, короче, из снайперки, а потом из пистолета. Чтобы патроны не тратить. Ой. Так, если на него попал синий огонь, то можно ударить ногой. Он знает, откуда они выйдут, и сразу целится. Нужно заранее целиться. Ну, довольно у него все просто получается. О, граната. Ну что, у него гранат прям много она выпадала. Это то, что надо. Убить двух слепых чуваков гранатами потом нужно. Ну, он без промахов стреляет. Здесь тяжело так, на самом деле. Чтобы прямо столько раз... Ой, мимо. Я здесь флешку использовал. С Лас-Плагасом на спине он кинул гранатку, чтобы урон нанести. Промазал. Да, вот это вот тяжелый парень. Для чего вообще эти спидраны? Ну, вот этот спидран, который он выполняет, дают достижения за прохождение игры. За прохождение игры на S плюс ранг. Больше ничего. Чисто для себя так пофаниться, повыполнять тяжелые какие-то миссии, типа. Ну, еще есть достижение в Стиме. Пройти игру без использования аптечек. Тоже можно получить достижение. Интересно, как он будет проходить комнату с двумя слепыми. А я знаю, как он будет проходить. Он гранатами закидает их. Ему гранат много выпало, ему повезло. Мне кажется, вот это была самая сложная комната из всех, которые здесь есть. Там одна комната. Так, он еще крыс убивает. Дальше там комната, где с обедом, где нужно посидеть, пообедать. И комната с этим, с красным ублюдком. Вот это она, да? Ну, здесь тоже просто проходится. Гранату, смотри, кидаете наперед. И этих чуваков оглушает. Они не успевают опустить мост. Не идите на забор, потому что Леон может забор ограждения перепрыгнуть.
Я чекал видео, говорят, что в Resident Evil 4 1 из 8 миллиардов будет идеальный спидран. И по расположению врагов это, да? Может быть. Так и есть. Тебе ли какая локация показалась самой сложной в игре? Так, ну я вот играл, недавно проходил, мне показалось... Тяжелая. Сейчас из того, что я прошел, мне показалось вот это с фонтанами локация, где много лучников. Heavy grenades with a bit of patience just by quitting the game and reloading your save and hoping you get what you need. I think it was okay in this run, so I wasn't too С сестрами Белла. It's something you can Не, начало замка-то нормальное. Там я вроде прошел, я дошел до этой, до локации с фонтанами, с черными, и там меня лучники гасили много. Сестры Белла мне не понравились. Это две телки с бензопилами. Там я тоже долго сидел. Вот. Мендес, короче, тоже непростой оказался. Ну, глава деревни. Там нужно тактику иметь, чтобы пройти. Ну, не знаю, может быть, я просто мало тренировался, поэтому мне кажется, что он тяжелый. Если не знать страту с гранатами, самый сложный двое слепых. А я, кстати, проходил эту локацию без гранат. С первой попытки прошел. Ну, на хардкоре только. This area is really straightforward. You can definitely get caught out by the last enemy. What you might see speedrunners do, and this is where you don't want to copy them, they'll lower their frame rate so that they can run past the night easier. I know that I did that with Del Lago. Можно уменьшить FPS, чтобы пройти сквозь противника легче было, говорит. Ну, это, короче, старый трюк в играх, когда ты уменьшаешь FPS, чтобы пройти через врага. Сегодня в магаз наведался за провиантом. Смотрю, Кока-Кола стоит. Гляжу на бутыль, там все по-турецки. Короче, взял по итогу что-то доброе, мне как-то больше по душе стало. Я тоже, кстати, добрый пью, добрый кола. Мне как-то нравится, нормально. Не хуже Кока-Колы. А у нас из Казахстана Кока-Кола. В магазине, если стоишь, смотришь, там по-казахски написано. Так понемножку начинает накрывать меня. Mountain Dew люблю. А доктор Пеппер кто-нибудь пьет? Я сидел... Навозит азербайджанскую колу. А, вот оно как. Я, короче, это... На стриме сидел у одного американца, который... Резидент... Новые игры стримит по Резиденту. Ну вот, там чувак... Там тоже обсуждали, что вообще люди пьют. Чаще всего, какую газировку пьют. Ну и вот. Один написал, что он кроме Mountain Dew ничего не пьет. Ой, Mountain Dew, доктора Пеппера. Говорит, моя любимая газировка доктор Пеппер, и я кроме нее ничего не покупаю. Я на самом деле каждый день пью либо сок, либо газировку. Нужно заканчивать, короче, с этими, со сладкими напитками, а то вообще рожа в экран не влезет. On the PS4, although I don't know, it might be great, I have no idea. But saying that, so the strategy, this is the only tricky part really for this whole section, and really what you want to do is just bait this guy down the stairs. You can run past. Самая сложная часть это в этом за Эшли в игре, это вот этот персонаж, который пытается ее ударить. Нужно его выманить вниз, чтобы он ударил мечом. Yeah, I think Resident Evil 7 was on Xbox One, right? And this is the same engine.
Сахар из ушей может пойти, да. Может из-за сладкого и и проблемы с с психикой, кто его знает. Из-за чего все это у меня началось. В соке вообще сахара часто больше, чем лимонада. Я не знаю, по-моему, больше всего сахара в Кока-Коле. Только я знаю. Главу выполнили. Да вообще с со всеми сладкими напитками надо заканчивать. Николай прав в соках. Ну, может быть. Я просто за статистикой не наблюдал. А знаете, какой для него, для человека, который проходит без ранений, самый тяжелый сегмент — это с летающими противниками? Потому что, ну, нужно на скорость пройти, получить как можно меньше ранений и еще, ну, и еще пробежать эту территорию. Merchant if you want to use the strange artifact or whatever it's called, that weird box key thing that we picked up to go and open it. You can get that too. It's a little bit of extra treasure if you want it. I'm not too bothered about getting it, but it's up to you. We were just in there saving it. This next section is very, very tricky to do no damage. Да, вот он говорит, сложное. Сложно, говорит, пройти сейчас следующую секцию без ранений. Последнюю главу, короче, смотрим, а то что-то мне не очень. Не очень хорошо. Потому что что-то народу много собралось, слушайте. Нужно стримить по ночам. Смотрим, как он пройдет главу. Я, кстати, уже видел прохождение предыдущее его, но это реально тяжелый сегмент. То есть нужно пройти без ранений, представьте себе. Кидаем флешку. Здесь до хрена флешек надо. На самом деле разрабы пожалели игроков и сильно урезали количество арбалетчиков, чем в оригинале, да? Но игра все равно тяжелая. Несмотря на то, что здесь меньше арбалетчиков, игра вообще... Ну... Прикиньте, вот этот сегмент проходить без ранений. Опять флешку кидаем. This one will always fly up out of that hole as you jump down. Be ready to shoot him with the shotgun. And we've got a hand grenade in there. Ну тут, короче, если ты хотя бы на секундочку замедлишься, то все. Ты мертв. So, looking at the floor through here will stop the novice from grabbing you as frequently. It's not something that just straight up can't happen. Если смотреть в пол, то вероятность того, что летающие черти вас схватят, уменьшается. Очень, говорит, сложная секция для прохождения без ранений. Да, я, наверное, эту секцию без ранений пройти не смогу, это точно. Я мог из пистола дробаш еще на эту пакость тратить. 3 выстрела нужно, чтобы освободить его от пут. Стреляем в колокол и кидаем гранатки. Раз. 2.
Три большие гранатки, одну маленькую. Говорит, если их не добили, то можно со снайперки добить. Вот так. Psychic shot, mate. Psychic shot. Alright. Collateral damage. Let's grab up all the loot in this room. Походу, для него это не самая сложная секция, а самая простенькая. Just look out for enemies that are still lurking around. They mean business. Okay, we got the two unicorn horns. I think there's more loot down the bottom here. Yeah. Very nice. Some good loot in this room, so it's worth picking everything up. Even if you Что-то у нас тут народу откуда-то подвалило. Боты, наверное. Попал в рекомендации к ботам. Даже в играх начинаются раньше было лучше. Походу, эта фраза нас в покое не оставит. Да нет, ну это не в плане, что раньше было лучше. Раньше было по-другому просто. Сейчас игры-то получше, наверное. Вы прикиньте, такую графику делать. Так. To this section with the invisible novies. I think it's like they're just regular novies, but because they're in water, like their camouflage makes them invisible or something like that. Отправляемся в канализацию, где находятся невидимые навистадоры. И они невидимые, потому что касаются воды, а так это обычные жуки. So, just over an hour left of the run. We're making very, very good headway into this. А он, по-моему... When you come out here, you want to head to your right, crouch through here. When you get out of this tunnel, move to your right a little bit. You've got to go left to progress. Блядь, забыл, что хотел сказать. You'll more than likely get attacked by the Novi. So move out to the right. А, он, если я, насколько я помню, последний раз мы смотрели. Он без ранений проходит. Ну, что-то там сказал, если его не подстрелить, то он на вас запрыгнет. Там что-то лево-вправо. Ну, лучше бежать направо, чем налево, потому что он вас там может схватить. Ну, тут, в принципе, легкий сегмент. Навистадоры — это простые противники. Здесь мы берем корону. Корона! Это она много бабла дает, кстати. Это самый дорогой предмет в игре. Rocket launchers, one for what's this guy's? I can never remember these enemies' names. It begins with a V, but whatever. Вердуга. Yeah, we're gonna use one for him, one for Krauser, and one for Sadler. Он использует ракетницу для Садлера. Интересно. Там же его можно... Он, по-моему, он яйцо не возьмет, да? Я просто читал комментарии, и там было написано, что можно использовать яичко. Так, вот он корону собрал за 100 тысяч золотых. Также он может продать пилку. Привет, как ты? Здорово, искатель. Да, что-то не очень. Голова кружится. Жду, когда пройдет. Так, продает барахлишко все это. Ну и что он это отправляет? Некуда положить гранатомет. А у него вон яичко-то есть золотое. Yeah, I think, I stored the rifle because I thought if I didn't, I wouldn't have space. So I ended up selling the mines, the bolts. The rifle got stashed away.
Продает And амуницию yeah, I was looking at the case для upgrades, I think, as well, but I thought I'm gonna wait till we can get the bigger one для арбалета. rather than because it'll work out to us spending about 100k. In fact, I think it might be exactly 100k you'll spend on cases if you buy that one and the next one. Что, как у вас дела? So I'm pretty sure I waited. Just to Ну, get это the довольно biggest one. простой бой, Alright, so потому что other than that, хреначишь we're из staying него, gel в throughout the него section, to be ракетница, honest. и As он long as you got это the rocket launcher, you're in pretty good shape. помирает, Just get out the drops that are помирает. in this area. We've got plenty of handgun ammo. I ended up discarding heavy resources because we get so many. But yeah, I've got 2 with me. So if you're still at the merchant, you can always sell him one. If you've got more than that, we find them so much. They're just everywhere because of the Attache case, but they're far more useful than handgun bullets in this run. Yeah, nothing down there for us. Он поменял кейс на другой, который позволяет, делает выпадение этих ресурсов, которые нужны для крафта патронов чаще. Говорит, что лучше, что этот кейс лучше оригинального кейса, который увеличивает выпадение патронов для пистолета. А мне вот интересно, его можно завалить, не замораживая? Из ракетницы. Он выпрыгивает? Нет, походу нельзя. Да, походу нельзя. Здесь есть достижение убить вердуга, не замораживая его. Но походу его нельзя убить. С одного выстрела из ракетницы. Хотя, может быть, на других сложностях можно ракетница его жахнуть, не замораживая, просто чтобы достижение получить. Ракетница, к сожалению, ваншотает любого врага. Почему, к сожалению? Здравствуйте, хорошего вам стрима. Здорово, Данил. Здорово, готовишься к прохождению? Да, готовлюсь к прохождению. Но я, наверное, так не пройду, это слишком крутой игрок. Он проходит на S+, без ранений. Игра тяжелая очень. О, здесь, говорит, очень высокий шанс найти гранатку большую. Только зачем они? Я этих слепых городоров вроде можно было убить гранатами, а теперь-то они зачем? Посмотрим, я не знаю. Я, честно говоря, гранатами в игре... эту систему ПВО уничтожать гранатами хорошо. Не-не-не, да, там используются... Самое интересное, что гранаты можно использовать, ну, они полезнее всего не против противников, а против... стены и ПВО. То есть ты там гранатами взрываешь стену и гранатами сбиваешь ПВО. А вы с делюксом брали 4-й резик ремейк? Нет, обычный у меня резидент. Мне его подарили. Он дорогущий. I think if I use safe strategies, there's a lot of the game that I could do quite easily, but there's still many tricky sections that are really difficult. I wouldn't be able to use a lot of the strategies that are in this run because I wouldn't say they're risky, they're just not 100% success rate or even like really high success rate. Он купил бабочку. So much RNG that can hit you in the face in this game. Зачем? That it will be very, very difficult. But yeah, it's probably something. Мой любимый сегмент в игре, где на вагонетках катаешься, прикольно сделали. Наверное, этих убивать. Как Эль-Гиганте, наверное. Подарили, понял, повезло. Ну да, у меня хорошие зрители. Дарят игры за 5000 рублей, прикинь. Это Андрей. Андрей Панченко. Привет ему, кстати, если смотрит видео. Он мне разные игры дарит.
А мне не получится сыграть в него, потому что он только на Xbox Series, а не на Xbox One S. Я играю в игры обычно на Xbox One S. Понятно. У меня вообще приставок нет. Так, он кидает флешку, чтобы ослепить этого. Хорошо бы выпало патроны для магнума, чтобы получилась страта с Эль-Гиганте. Блин, там бензопильщиков до хрена. Ёбушки-воробушки. Ой. Shotgun to push these guys back. One of them made it through, but he just decided to run past me. I guess he, I don't know, saw a famous person behind me or something. Alright, chucking a flashbang before we smash these boxes. We've grabbed the dynamite. So it's Нифига, у него 3 ресурса выпало. And then once we've grabbed all the loot from those boxes, Хотя бы у меня имеются 3 игры по резику, 5, 6 и 7. Я в 5 и 6 не играл никогда. А тот, кто говорит на английском языке, это у вас всегда такое? Что это? Это... Нет, это не всегда такое. Это человек... Мы смотрим видео английское, где человек проходит на S+, и комментирует то, что он делает. Мы просто видео смотрим на ютубе. А вот он гранаты использует против Эль-Гиганта. Так, берет 2 тяжелые гранаты, кидает в харю ему. 3. Стреляет ему в харю из бабочки. Промахивается. Так, нужно встать возле переключателя, когда он встанет на этот круг. Нажать рычаг, и все, и чувак падает вниз. Блин, невероятно, короче, он быстро это все делает. Что-то невероятное, ребята, что-то невероятное. Да, тут, наверное, много тренироваться надо, чтобы так проходить. Я думал, что это ваше само прохождение. Нет. I wanted to get cheeky and try and use that strategy in the run, but if you haven't got the heavy grenades, if you've only got a couple, then you might just want to skip that strategy altogether. Same as the magnum ammo, we do need some magnum ammo for later, but I end up buying the Killer 7, so yeah, using those magnum shots, I think we need 5 for Salazar in the broken butterfly that we've got upgraded, so if you've Сейчас про Салазара говорит, что нужно кидаешь яйцо и 5 выстрелов в Салазара делаешь, чтобы его по-быстрому убить. Ему, говорит, нужны патроны для сломанной бабочки, 5 штук. Вот почему на английском языке все написано в субтитрах. Чего? Это моя любимая часть игры, на вагонетках ездить и стрелять. Как вам? Вам нравится этот момент? Тут хоть какое-то разнообразие в игру добавили. То есть не просто ты бегаешь, стреляешь, а тут еще вот можно покататься на рельсах. The cart gets damaged here. Obviously, Leon isn't taking damage, but I feel like it's kind of cheating if I let that happen. So I wanted to get through these areas without the carts getting damaged. Он попытается пройти этот сегмент, не получив, чтобы вагонетка не получила урон. Потому что он решил пройти игру полностью, чтобы ни вагонетки, там, ни лодки, ни Леон не получали урона.
Никита Джей, здорово. Давненько тебя не было. Слушай, сколько времени? Сколько лет, сколько зим? You might have seen me miss 4 times there. I was trying to lead the shot, but I guess I didn't need to with that guy. Some enemies I feel like you can hit directly in this, and some of them you need to lead the shot on the minecart section. Okay. Yeah, so this first part is pretty short, to be honest. The second one's a bit longer, but 2 enemies on the right, 1 on the left. Oh no, 2 on the left, and I can't get these numbers right. It's late. I'm tired. Я обычно мертв по будням. Чем занимаешься по будням? Я вот по будням смотрю прохождение 4-го резидента. Watch out for the dynamite dudes. Another enemy there. Lovely. And we got these guys with the barrels. Let's get rid of them. Shoot the sign. Okay, and we're pretty much done with the first cart section. Beautiful. Почти закончили с первым сегментом. That's what I'm talking about. Катание на вагонетке. Так. Ну все, приехали. Довольно просто было. Мистер Ленин. О, здорово, мистер Ленин. Сколько народу собралось сегодня с нами. I really wanted to do sub 3. I feel like sub 3 is so much more manageable to watch. Хочет пройти игру меньше, чем за 3 часа. I do really appreciate you staying through the video. I know that what are we on now, like a couple of hours in. You're still here watching. Смотреть игру, которую прошли меньше за 3 часа, говорит, интереснее, чем за 5 часов. У него есть видео, где он проходит. Got this flag in here. I think I ended up just leaving these guys and just dipping rather than где он проходит за 5 часов. Yeah, because I'll clue you in on a little YouTuber insider secret. If you're the kind of person, or well, it's not a bad thing, but well, no, it kind of is, I guess. Not you're a bad person kind of way. Сейчас будет тяжелая часть на вагонетке. Сейчас еще. The kind of person that doesn't really like watching full videos. Эти хрены с бензопилой будут нападать. Не хочешь попробовать спидраны делать? Нет, это слишком тяжело. Если спидраны, то только без этих, без багов. Не люблю, короче, прохождение с багами. Мне вот такие прохождения нравятся, где вот он играет на S+, довольно быстро выполняет все миссии. Чисто прохождение. Не спидран, а просто прохождение. Но прохождение быстрое. Чем-то напоминающее спидран. Я, кстати, недавно Resident Evil Remake купил. Поздравляю тебя. Игра крутая. У тебя впереди много интересных часов. Там есть, как в оригинале, какое-нибудь бонусное оружие, которое выдается после прохождения чего-либо. Здесь есть. Здесь можно купить бесконечную ракетницу, потом магнум бесконечный и пулемет. Выдается после прохождения игры. Короче, тут много бонусного оружия. Я пытаюсь сделать спидраны, могу, если не забуду, скинуть мой профиль на спидран.ком. Ну, скинь. Через донаты. Да там просто чувак, короче, мне ссылки через донаты кидал. Чтобы я не забыл. Недавно играл в мод Evil Descent для Resident Evil 4, дошел до 6 главы, дальше кринж начался. Можешь попробовать пострадать. Да я еще ремейк не прошел. Это ты мне кинул. Ну, слушай, я так и подумал, что это ты. Я что-то помню, что ты что-то кидал. Но у меня что-то память слабая.
Память слабая на лица. Alright. Я, кстати, купил эту игру. Silent Hill я купил. Я по ссылке перешел. И купил Silent Hill. За 60 рублей. See where they dug up the bugs, Luis. Thanks for the update, bud. Alright. Ссылки через донат кидают четкие челики. Топовые юзеры канала. Let's get on that lift. Alright, down we go. Интересно, как он будет сражаться с краузером. The route I take here is a little bit different. If you get unlucky here, a Novi will spawn really early and you'll hear it flapping about. And that's actually really unlucky. Если вам не повезет, то навистадоры появятся очень рано. Нужно следить за спиной в этом сегменте, иначе они вас схватят со спины. Стреляем на стене, стреляем в того, кто на полу. Also, down the cave, directly opposite is a gold bar. I'm leaving it behind because I don't want to get snuck up on by these annoying novies. За бочкой, которую мы взорвали, находится золотой слиток. Я его не буду брать, потому что не хочу, чтобы меня схватили навистадоры, которые за мной бегут. А, вот перед краузером сохраняется. Да, краузер это жесткий. And some flashbangs. I think I make 3 here, but we also want to get the combat knife so that we can repair it and use it for this fight with Krauser. If you do подготовьте ножик для борьбы с краузером. And a ruby and a red beryl into the extravagant clock that we have. Selling them, a couple of the mixed herbs. 152 тысячи. Так, он улучшает силу ножа до максимума, чтобы сражаться с краузером. В той электрической пушке нет, которую выдавали в оригинале за прохождение на профессионале. Той электрической пушки. Нет, здесь нету никаких электрических пушек. Здесь выдают, короче, пулемет, Томми Ган, по-моему, называется. Ладно, сейчас погодите, посмотрим, как он сражается. Evades during the Krauser fight and kind of just learn what attacks he's going to do. I like to run up on him at first. If you run up at him straight away, he'll usually just throw an attack out for you to parry. But yeah, look for the openings after a parry. You can kind of tell when you've got a second or two to run up and stab him, and you need to be quick, just running up into his face. So we bought the fully upgraded knife. Obviously, you want to make sure you have that equipped. We can sell that back for easy pesetas later, just to make sure that we have enough money for rocket launchers and stuff. So, just go on and keep kicking him when we can. Try to aim for his face if you can. I think it does more damage when you do that. Если целиться ему в голову, то это наносит больше урона. Doesn't feel too nice. Here we go. He's got to be close как now. ему кажется. There we go. Все, победа. Победили краузера. Нет, там нет, по-моему, такой пушки нету здесь. Эта пушка есть в файлах игры, кстати, наверное, с DLC добавят. В ремейке есть сестры Белла? Да, были в деревне. В 5 главе сестры Белла. И, кстати, с ними обязательно сражаться. То есть, если ты не убьешь сестер Белла, ты не сможешь пройти дальше. Там с них выпадает, короче, ручка, которую нужно крутить, которую нужно вставить в дверь, чтобы пройти дальше. Так что их обязательно убивать. В месте, где заходили со всех сторон, было темно, но везде закидывали коктейли Молотова. На одном из видосов это было. Run through there and get back to the throne room so you can grab the other golden egg from the throne room. Леон заводит сестру Белла за сарай. Ага. As soon as you come up in this elevator, you pretty much want to make a beeline for it because there are parasites in that room.
Слушайте, если игру можно пройти без ранений, то не такая уж она и сложная, правильно? Не такая уж она сбалансированная. Либо у этого чувака... Либо у этого чувака слишком очень прямые руки. Он у него Чикаго Свипер. Он у него, короче, оружие, которое слева в инвентаре лежит, в хранилище. Его дают за прохождение игры на профессионале. Нам нужно 5 патронов на бабочку, чтобы завалить Салазара. Говорит, не меньше. Сейчас посмотрим. Dark Souls сложно, можно пройти без ранений. Значит, игра не сбалансирована. Значит, игра слишком легкая, если можно пройти без ранений. Ну ладно, значит, у людей слишком прямые руки. Это, ну, что сказать. Не игра легкая, а люди крутые. And we want to bait this shield guy around to us, and then we're going to use the TMP to push these first couple of enemies back. There's also an archer up here that we're going to use the TMP on. Get rid of them. And then when we get up here, we want to use the barrel in the back of the Salazar statue to blow it up. So just look up there and shoot it. Взрываем башку Салазара с помощью динамита, который у него там сзади находится. Стреляем из TMP по противникам, их отбрасывает немножко и бежим. Бежим дальше. Кидаем флешку. Throwing another flashbang here past this scythe guy, and that'll stun up all of these enemies. I'm trying to smash open these barrels, and I ended up trying to kick these couple of enemies, which is kind of annoying because it's a little bit slower in this situation, and we don't want. Слушайте, если тут замедлиться, то тебя тут раскатают. I wanted to stab this enemy in the back because she's kind of frustrating. Завалить этого противника обязательно, потому что он мешает проходить игру. Привет, дядя. Что за бабочка? Пистолет, бабочка, которая стреляет патронами для магнума. Сама отдают за прохождение игры на профи не меньше ранга А. Ну вот, да. 5 патронов мало, в оригинале намного больше надо было. Нет, тут, короче, Салазар убивается яйцом. Ну, сейчас увидите. Так его долго убивать. Красный хрен приходит. Стреляем в него из снайперки, все, чики-пухи, помирает. В этой игре U3 есть, по-моему, нету. По-моему, здесь только Вердуга есть, которого замораживаешь и убиваешь. Дэниел U3, это оно, босс в оригинале. Зря разработчики U3 удалили, нелегкий босс. Мне кажется, здесь по-моему, U3 вот этот вот, который в оригинале есть, он здесь появляется. Его, по-моему, видно. Он вместе с Салазаром стоит. Мне кажется, он будет в сценарии за Аду.
So the next set of enemies should really come from these two platforms. I think there's one more platform they can come from, but the majority of enemies come from these two Полетел platforms. вниз. I like to try and catch them out of the air as they're jumping. It just makes me chuckle. It's pretty funny stuff. Yeah, this guy though, he wasn't having any of it, so I pushed him back with the shotgun. I try not. The reason I'm using the TMP here is because I don't Спасибо, want to use Хабарс. too much Всего, shotgun спокойной ammo in ночи. this area. I haven't got a lot of it anyway. Тут, в принципе, недолго осталось. The tower here on the way to the lift. Меньше часа, You'll наверное. end up with very little ammo left by the time you reach the top, man. У вас закончатся патроны к моменту поднятия до самой вершины. That's why I like to save the TMP bullets for this section. And you can just, I really like the way you can just buy weapons, tune them up, sell them, and then you get your money back basically, and just use certain weapons for certain sections. It's pretty. Если вы покупаете оружие, апгрейдите его, потом продаете, то все деньги возвращаются вам назад. Поэтому можно использовать разное оружие для разных сегментов игры. То есть вы ничего не теряете, покупая оружие продавая, покупая оружие в других главах. Вот так вот. Здесь он рассказывает, что можно быстро пробежаться по этим доскам, там, типа, если зажимать бег, отпускать, там, короче, для спидранеров. Тактика для спидранеров, ладно, хрен с ней. Бью 3 на острове появляется до Краузера вроде это в оригинале. Да-да, появляется там. Сенатор и задание ады тоже неплохо, если сделают. Да сделают. Не знаю, что такое сенатор, но задание ады тоже сделают, точно. Смотрите, как он будет Салазара убивать. I'm pretty sure I talk to the merchant in the next chapter. What I like to do is if I've got menuing to do, if I really need to do it, I'll go into the typewriter to do it. Уже 31-5 часов во втором разделе. Довольно крутая игра по сравнению с Resident Evil. Третий ремейк. Ну, третий ремейк, он немножко другой. Так, погодите, он... Не понял, зачем он выстрелил из снайперки ему в башку. Короче, кидаете яйцо ему в голову, а затем из бабочки подстреливаете 5 выстрелов, и он все, мертвый. The egg throw, I like to just line it up a little bit to the right of him. That usually works because he does move to the right at the bottom there. He kind of moves into it, which makes it a little easier to hit. If you haven't got the broken butterfly upgraded, you're going to need to hit him with 2 sniper shots during that fight. Because we've got it upgraded, we only have to hit him with 1. And that kind of gives us more of a, I don't know, an easy time when it comes to hitting the egg. If you hit him with 2 sniper shots, это фишка как в Resident Evil 5, но там тухлое яйцо много дамага носит, особенно вверх. Я не знаю, по-моему, это чушь какая-то. Они испоганили бой с Салазаром просто до неузнаваемости. Типа кидаешь яйцо и все, и ты выиграл бой. Ну типа ерунда какая-то. Мне не нравится здесь два момента. Что они добавили яйцо, которым можно убить Салазара там с одной тычки, и ракетницу в игру. Добавили бы ее как бонусное оружие при повторном прохождении, что-нибудь такое. А так ты играешь, короче, и можешь какой-то, ну, опыт, игровой опыт получить от сражения с боссами. А так ты покупаешь ракетницу, убиваешь противника ракетой, ну, босса, и все. Ты с ним даже не сражаешься, ты просто убиваешь его с одной тычки. Ну, это что-то не очень круто. Я знаю, что ракетница в оригинале была, там, убивали боссов с ракетницы, но, по-моему, это... не очень, все не очень красиво. Зря. Ну, игру, атмосферу от игры портит эта ракетница. Она слишком читерская.
Ну, про яйцо я помню, как один союзник мой использовал яйцо на противнике. Забавно было, да. Я про это яйцо узнал, даже еще в Резидент не играл. 4. Там уже во всем интернете про это яйцо знают, что типа кидаешь яйцо в рожу Салазару, и он умирает. At first, but once you practice it a couple of times, again, that's why I saved it at the beginning of the chapter, and the reason for that is the enemies are sort of in specific. Сейчас будет сложно. Смотрите, сейчас тут будут фишки спидранерские. Как пройти сегмент на острове и при этом не сражаться с противниками. Просто не использую ее. Я когда регионал на профи проходил, использовал только одну ракету с навердуга, которую в замке дают. Да, там еще... Смотрите. Кидаешь гранату, он отлетает, попадает в пулемет, и все, и ты проходишь. Meaning that you can just get through. You might need to shoot the brute in the red box on his arm to get past him. If he's facing you, you'll probably need to shoot him in the box. If he's got his back turned to you, which he Надо, короче, потренировать этот момент. Когда кидаешь гранату и пробегаешь. Practice it a little bit. I'm sure you'll get on just fine. You just need to be quick with lining up the grenade. So when we get to here, I like to throw a flashbang to run past these dudes. There's the second set of enemies in this area are right here, and you can just use. Кидаешь флешку, пробегаешь, и все просто. Ой, там за спиной стоит дядя с электрошокером. Не хочешь поиграть в рандомайзер Resident 2 Remake? Я в рандомайзер играл во втором ремейке. По-моему, я прошел полностью... Прошел все сценарии во втором Резиденте с рандомайзером. Ни хрена их здесь. On the way back, just because, you know, there might be more enemies on one side than there is on the other, and there was one enemy on one side and 3 on the other, so I just took the side of one enemy. It's one shotgun shot opposed to 2 or 3, so it makes sense just to take that route back. When we get up here, we can shoot this trap out the way. A little bit of stair skating there. I think I messed it up at one point, but yeah, that kind of helps. When you come through this door, go to the left, go up the stairs, взрываем динамит, динамит, бомбу взрываем, короче, которая там стоит. Надо было ему подождать, когда они сюда подойдут. Ничего, у них жизни до хрена. Yeah, use the trap better than I did there, and you'll have a better time. Luckily, I got a grenade back, and we're also going to pick another one up that's in a scripted location soon. In those 2 lockers, you usually get really strong ammo. I think the one on the right always has shotgun shells, but the one on the left usually has strong ammo in it as well. If you get unlucky, you might get some gunpowder, but I a lot of the time get 2 sets of shotgun shells out of those lockers, which is really nice. Make sure you open them. Так, мы подошли к Эшли. Skipping the cutscene that we get here, jumping down. Мимо этих можно пробежать спокойно. На харде, да, на хардкоре второй Резидент проходил с рандомайзером. Есть видео даже на канале. Этот вердука по внешнему виду выглядит как хищник, и чужой типа жало имеется сзади, как у чужого, когти как у хищника, но и зрение вроде так же, как у хищника, но почти вроде что-то еще есть. Ну да, напоминает хищника. Но они, наверное, вдохновлялись хищником. Hand grenade in it. That hand grenade's always there, so make sure you grab that. And we can just run past this dude that comes out the oven. If we stick to the left, you can shoot him if you want to, but if you just stick to the left, he might stun you like he did. Там в мусорном баке всегда граната лежит. Можно пострелить огненного чувака, который выскакивает из... из холодильника. Pull this switch to restore the power to this area, and then we're going to go ahead and pull this switch. Устанавливаем питание в этой зоне, поднимаем эту, как блядь, там, дверь, охренеть.
Здесь забираем сокровища. Бежим решать загадку. Решение для этой загадки всегда одинаковое, так что можно его записать или запомнить. Aliens Dark Descent, качай пиратку, игра норм. Я забуду, наверное. Стреляем в ноги и сваливаем. Мы не можем сражаться с регенераторами, потому что у них паразиты внутри, а у нас нету теплового визора. Их можно ножом затыкать. Aliens Dark Descent. Это новая игра вышла. Лично я считаю, что Resident Evil Remake лишил всех фишек оригинала. Лишил всех фишек оригинала, а также нулевого и второго ремейков. И даже частично первого. Еще даже наемников поленились добавить. В Resident Evil 2 ремейк контента больше намного. Да. Денис, здорово. У них паразиты внутри, а у нас снаружи. Это что значит вообще? I like to leave the room here and come and stand at the bottom of this hallway. When you come down here, look out for the other regen guy because he can be in different places. He might be usually down there, down where I'm looking here. There it is, you can see him. Переходим в коридор, и чувак, регенератор, который здесь бегает по коридору. По коридору он может быть в рандомном месте. Возвращаемся, берем карточку. И мне повезло, что регенератор не схватил меня, не ударил меня в спину. Иногда может не повезти, и он все-таки ударит. Это была опасная ситуация. Сломали уже? Гоустрим по доте. Не, в доту я играть не буду. Гоустрим по рутоми чату. Так вот, мы стримим рутоми чат. Creeping towards the stairs, you can snipe him. These enemies are kind of tough and they might not die from one sniper shot. Ой, промазал. They also missed, which is fantastic. Also, a couple of these guys like to turn into Las Plagas. If these guys are getting close to you, if you back up the stairs, like here, У него каска защищает башку от снайперской винтовки. То есть сначала нужно выстрелить из пистолетика, сбить каску, а затем из снайперки стрелять. You know, if you come into this area, you look down, you see enemies, you probably will stay at the top of the stairs just to, you know, get the shots on them, unless you're using a shotgun or something and you're going to run into their faces, but... Мне очень нравятся противники, которые... у которых какая-то жестяная банка на башке находится, и она не простреливается из пистолета. Слушай, почему тогда армия у нас не носит такие каски, которые нельзя прострелить со снайперской винтовки? Что это такое? Что это за пули непробиваемые? Металл какой-то, пуленепробиваемый металл на голове. Знаете, что странно, что вот говорят Resident Evil 3 короткий, да? Ремейк. А если посмотреть, то третий Resident... он хочет убить, короче, всех регенераторов. Чтобы они не вылезли, когда будем ждать, когда карточка перекодируется. Вот так вот. Resident Evil Remake проходится за то же время, за что проходится оригинальный Resident Evil 3. But I feel like hitting the rest of the bugs is kind of difficult if you do that. Like, it's easier to be head-on, waiting for them to stand up. If you're really struggling to defeat these enemies, you can jump over the sort of open windows and through the doors.
Если вам тяжело сражаться с регенераторами, можете пробежаться через коридор, перепрыгнуть через окна и убить противников, которые кидают гранаты сюда вот. Вот они взрывают эти бочки с регенераторами. О, почти его схватили. Ну, смотрите, эти динамиты кидают. Если не убить регенераторов, то этот динамит взорвет хранилище с регенераторами, и тогда они все вылезут. Придется одновременно сражаться с регенераторами и с вот этими ублюдками. Вот такая вот фишка. У Риджета прохождение оригинала. Смотря там еще в оригинале червяк был. Нормальная стоимость Resident Evil Remake это 200-300 рублей. Да нет, ну я думаю, 1000 рублей нормальная цена для третьего Резидента. 200-300 рублей ты, конечно, загнул. Там же все графоний красивый. Карты красивые. Ну, в смысле, окружение. Все круто сделано. Most of that chapter is really straightforward, and it's just a bit of a long one. What's that, 11 minutes? Yeah, there we go, sorted. So save the game after the chapter. У меня, кстати, ремейк Resident Evil 3, так же как и Resident Evil 2, стоит без скидок тупо 39,99 евро. Я обычно в Европе играю там на Xbox. А я третий Resident со скидкой взял. За 1000 рублей. Там, короче, когда уже... Он продавался весной, а меня не было дома весной. Я приехал только с командировки... летом. И летом как раз распродажа была. И я купил Resident Evil 3 по скидке. Бах в башку попал. Ну, я стреляю по ящикам, если в ящиках лежат деньги, я просто их не подбираю. То есть только если какие-то ресурсы там. Апгрейдим корону, и нам за нее дадут 100 тысяч золотых. Бабочку продаем, ТМП, хилку. Покупаем апгрейд для кейса, ракетницу. Апгрейдим киллер. Отправляем их в хранилище для лучших времен. Будем использовать его против Краузера. А, у него там рыба выпала. Рыбу надо было продать, говорит. Just to open up all this stuff. One thing to bear in mind is to get this chapter done quickly, we need 2 heavy grenades. Чтобы выполнить эту главу быстрее, нам нужно 2 гранаты. 2 тяжелые гранаты. So we need 2 heavy grenades for one of the tricks that we're going to do in this chapter to make things a lot faster, specifically at the wrecking ball section. So you can just get through that section a lot quicker. So make sure you have those. If you don't, you might want to start saving your gunpowder to make heavy grenades, and this is kind of why I mentioned earlier. Сомнительная DLC про розу стоила 20 евро. Да, вообще. Там игра проходится за 1 час. Те же локации, что в оригинале. Те же локации, что в оригинале, и 20 евро. Дорого, да. Я его, кстати, купил за свои деньги, мне его никто не дарил.
Я взял резик 2,3 и резистор за 10 евро всего-то. 4, 5, 6 резик, включая даже Revelation, здесь стоили по 8. Современные игры берут то не атмосфера, а красивая картинка, несмотря на то, что мой первый резидент был Resident Evil 1 HD ремастер. А мой первый резидент был Код Вероника. You'll see the enemy grab Ashley and jump through a window in a minute. It's scripted to happen, it always happens. Completely whiffed my shot there, but that's okay. Wasting shotgun shells, not too happy about that. Он говорит, что тут баг есть, где... You see this back right corner where he's sort of walking towards? There's no door there, there's nothing there. That's where he carries Ashley. And if you're down at the bottom of the stairs fighting these enemies, then Ashley, well, the cutscene will play where Ashley gets carried through a door and carried away. But there's no door there. There's literally no door there. Короче, если вы отвлечетесь на уничтожение противников, которые внизу стоят, чувак, который хватает Эшли, появляется рядом с ней. И это типа, он называет это багом. Потом он спрыгивает вниз и несет ее к стене. Там, где нету двери. И он может, и если его не убить вовремя, то он просто, то игра, игра будет проиграна, потому что он унесет Эшли просто сквозь стенку. Вот такая вот фишка. Здорово, Дэддэй. У нас здесь горячее обсуждение идет. Сколько стоит резидент? Yeah, I think here I went and put the bioscope back on the snipe because we're going to need it to kill one of those regen enemies in a moment. Okay, we go at the same time. Yeah. So to get this thing with the switch right, you basically want to press the button just before it reaches the 10 on the dial. Alright, so let's open up these lockers, this suitcase, get whatever's inside, grab the snipe ready. Don't put Ashley in the locker here. And what we're going to do is shoot the bugs out on this enemy. Не прячьте Эшли в ящик здесь. As soon as you shoot this first set of bugs, I missed that shot, which is kind of frustrating. And he missed as well. There we go, mate. We're both terrible. Right, just run past him. Говорит, я промахнулся из снайперки, он промахнулся ударом, мы оба ужасные. Хреново сыграли. Yeah, the regen guy is gonna catch up to you and you're not gonna have a good time. But if you time it right, just as soon as you get rid of the bugs, you run for the switches and you haven't put Ashley in the locker, yeah, you'll be good to go and you can just not have to deal with... Если не убьете регенератора и попытаетесь сбежать, то он схватит вас сзади. Поэтому лучше его пристрелить. Я читал про перевод аккаунтов Стима. На турецкий, чтобы русские аккаунты сделать турецкими, и за это, говорят, могут забанить. And use it to take out 4 enemies. Hit your shots here. You do not want to miss these shots. Make sure that you're being as accurate as possible. I think I got a 2-for-1 there, a little collateral for you. Once you kill 4, come down here and run past this pillar. Когда убиваем 4, возвращаемся к мусорке, там появляется регенератор. После появления регенератора появляется 5-й противник, его нужно убить, иначе он схватит Эшли. Ни хрена себе регенератор здесь шпарит. Я вообще в шоке. Охренеть. Четвертый резик-то оригинал стоил 8 евро со скидками. Я, кстати, тоже покупал со скидками оригинал 4 в Стиме. Но я не знаю, сколько это стоило. Вместо того, чтобы использовать здесь пистолет, потому что пистолет дерьмо, я использую флешки и убиваю сразу 4 паразитов.
boxes in this Он, кстати, area. по-моему, We'll пистолет не open up this апгрейдил. one, get whatever's inside. Он его вообще не менял. Shotgun shells are nice. I'm pretty sure this area is really loot dense for the boxes. Like you get really good loot out of the boxes, so it's a good idea to go and get them. Не успел Before you взять. interact with the crane, make sure you go around here and get these boxes and whatever's inside. Alright, so moving around, let's get Ashley inside. На платиру then. You надо ready with a купить flashbang? When функцию you spawn in, and смены then snipe аккаунта, to но в take out Турцию this переводить archer. не надо. I like to get rid of him first. Ее хрен попомнишь. First shot missed, but there we go. Right, so Так, get the смотрите, heavy здесь grenades out, кидаешь turn around, гранаты. throw Раз, them at the два. crack in the wall that Ashley's hitting with the wrecking ball. Две Make sure гранаты. you hit it with two. I like to shoot this barrel to get rid of the dynamite guy. I got those 2 boxes and also these 2 boxes. Again, really loot dense area. Once you've got that second set of boxes, you can И look все. over to your left, shoot this barrel. This guy was being nice and just letting me run past. Cheers, mate. Appreciate that. So we shot open those boxes earlier, and you can get whatever loot was inside now. You want to press the button as soon as possible, though, to get the lift moving towards you. You're going to have these блядь, enemies бегу. coming. Shoot that barrel to take out if any enemies that are near it. You can see how much shotgun ammo we've just picked up. We've got like 14 now. So I'm just playing it safe here, waiting for these guys to get a little close, throwing a flashbang. Ashley's coming over. If anyone gets too close, just push them back with a shotgun. Don't let them grab Ashley, obviously. Не, давайте им подхватить Эшли. Я сыграл сейвово, кинул флешку. Пистолет, как я понял, он вообще не уважает. О, там паразит вылез. Yeah, there we go. That's a much quicker way to do that. Ну, быстро он проходит, ребята, быстро. Легчайшая стенка. Стенка вообще огонь. Быстро проходится. Ты опять пишешь про свой резидент. Я уже не помню, в каком году я свой первый резидент прошел, наверное, в 2015 в его год выхода на ПК Resident Evil 1 4. Resident Evil 1 HD ремастер. On professional, I know I mentioned this before in another run, but if you play this game on professional, you just know how useless Ashley is. She's so annoying. But it is what it is. I suppose she's not cut out for these kind of things, you know. And I don't even care about that, like, you know, the fact that she doesn't fight and stuff, that's fine. Her AI is just kind of bad sometimes. Like, if she gets dropped, she'll just sort of stand there for 5 seconds, and you have to back up and help her. You'll help her again, and then she stands there. Я просто увидел, когда узнал об этом скипе с гранатой на этой локе. А я перед тем, как играть в игру, посмотрел прохождение и спидраны смотрел, так что я знаю фишки, ну, фишки этой игры. A little bit of looting if you want to get it. I didn't get it. I didn't bother with it here, but there could be ammo in there, gunpowder as well, so it might be worth checking. I probably should have checked it, to be honest, because I do need. Сзади находится комната, где есть лут. Надо было прочекать эту комнату, но я пробежал мимо. Так что если вы играете, проверьте комнату, которая за спиной. From the barrels that are in this area, just because it's before a boss fight. Usually the game gives you nice ammo and stuff. Submachine gun ammo there. I don't think I'm going to be using the submachine gun though. Автор спидранов не знает, где моды качнуть. Ты о чем? А мой первый резидент, с которого я начал знакомство с этой великой серией игр, в общем, является 7-я часть. Играл в 2021 году, вроде, или же в 2022, пока он был в Game Pass у меня. Unless, I mean, you can do stuff without the heavy grenade, it just takes longer. Right, so we're going to drop a save before Krauser. Сохраняемся перед Краузером. Gain control again. We want to get our Killer 7, discard this fish, and выкидываем рыбку, создаем гранату. А зачем ему граната? А граната, 2 гранаты у него, чтобы Краузера бахнуть. Берем киллер 7. И все, поехали. Он ракетницу взял. Седьмая часть одна из моих любимых. Седьмая часть вообще такая отвратительная. If you hit him twice in the head like I just did, and then a third time when he jumps down, it should take 1 shotgun shot to push him back. Если 3 раза в него выстрелить, то и 1 раз из дробовика этого достаточно, чтобы он свалил. But I thought I would show it because it's a nice bit of loot that takes very little time to get.
Первый хоррор, который прошел, это был The Evil Within, 2014 год был вроде. Я не знаю, у меня, по-моему, первый хоррор, который я прошел, это была Код Вероника, 2001 год. Прикиньте, сколько времени прошло, ребята. Нужно делать ремейк. Ремейк Кода Вероники. И у меня полный круг. Игры круг замкнется. Я начал играть в Resident Evil с Кода Вероники и закончу играть Кодом Вероники. Yeah, because the next chapter sucks. If you're willing to do things a bit slower, you'll be alright. So when you jump down there, you can either wait in the alcove, turn around and shoot Krauser with a shotgun, or you can try and blow up the mine early and just run through, and Krauser will chase you, but he'll despawn when you get around to the area where he shoots you with the bow. Если быстро здесь бежать от Краузера, то он, зайдя за угол, он просто исчезнет и не нанесет вам урона. Весь сегмент этот заскриптован, так что можно просто бежать, запомнить, откуда Краузер ведет выстрелы и просто стрелять, бежать, в смысле, по этой территории, ничего не опасаясь. There's a really cheeky strategy here where you can just run through this area and duck under the explosive bows. But there's a good chance you'll get hit. I just like to make him miss his bows, and if you hit him twice with a snipe, then he's done for, and he'll leave you alone. Если пальнуть ему в башку из снайперской винтовки 2 раза, то он от вас отстанет. Чем мне нравится Код Вероника? Не знаю, атмосферой. Первая игра, ностальгией. Или ты кого-то другого спрашиваешь. 7-я часть тоже одна из моих любимых частей. Стреляйте в башку, уворачивайтесь. Убедитесь, что вы сохранили одну пулю для киллера. Этот парирование удара, блокирование удара самое сложное в игре. Нужно, короче, в самый последний момент его заблокировать, чтобы он сработал. Right here, once you're here, you don't have to worry about Krauser jumping on you anymore. You can whip out the rocket launcher for the final fight. I was messing up my inventory like an idiot. I still didn't equip the rocket. Okay, grab all of this stuff. We got another red herb. Look at all the herbs I'm not using, man. All right, so продал бы он все эти травки нахрен. There we go. Надо куртку Леону купить, будет в чем на учебе ходить. У меня такая куртка, кстати, была в 2005 году. Когда вышел Resident Evil 4, я купил такую же куртку, как у Леона. Она, по-моему, до сих пор у меня лежит. Аналогичная история, кстати, первым и полностью пройденный Resident был как раз 7-й. После этого мной владела Язык мания. Галимый чат стал, нормальные сообщения не зеркалятся. Что это значит? С матами? Не отображаются сообщения, крутые сообщения с матами? Краузер мне в ремейке совсем не понравился. Мне тоже в ремейке Краузер. Мне не понравился в ремейке Краузер и Салазар. В оригинале, мне кажется, Краузер и Салазар были как-то, ну, не знаю, как сказать, какие-то такие атмосферные, какие-то харизматичные, а здесь они какие-то проходные ребята. I'm going to store up the sensor scope, the hunting knife, craft up a flashbang, put the heavy grenades on a shortcut for myself. I'm buying a couple of resources here. I know we find them a lot. У тебя в Рутоне какая тема стоит? У меня на стримах обычно. Да, я не менял. Скины в Рутоне у меня стандартные.
Стандартная скин стоит, или ты про чё? Стандартная тема. Так, что-то я прослушал, он говорит, то, что чтобы Майк заспаунился раньше, нужно там что-то сделать, и я провтыкал, что нужно. Если быстро подняться сюда, то можно пропустить ту кат-сцену, но я слишком медленно бежал, поэтому... Можно гранатой убить парочку противников, которые будут идти со спины. Лучше не тратить гранату здесь, а сохранить ее для следующей секции, потому что там она пригодится больше, чем здесь. Иногда противнику требуется 2 выстрела в голову, чтобы убить. Иногда 1. Lining up to destroy the barricade in this area. You want to grab as much gunpowder off these enemies as you can. You'll see me constantly going into my menu to make flashbangs. Super important to have flashbangs for this chapter, unless you're going to play things a little bit slower. To get through this chapter much quicker. Для этой главы нам понадобится много флешек. We need a lot of flashbangs. So right now I've got 4. I think Примерно штуки 4. 2 more, maybe. Но если у вас будет на 2 больше, то будет лучше. Да-да-да-да-да. Получше выглядели, да, получше выглядели, чем здесь. По новой, значит, спидран, смотри. Дальше скип артиллерии с помощью гранат тоже топовый. Да, я это тоже знал. Я первый раз, когда играл, скипнул эту ПВО с помощью гранат. 2 чувака с динамитами, нужно их подстрелить. Got a barrel here to blow them up if you want to. Mike can help you out sometimes here, though. I'm just trying to kind of get them down so that I can get the gunpowder that they might have. But this guy was a maggot plug ahead, so I decided to just leave him alone and climbed up as he jumped down. So я решил, короче, подождать, когда он спрыгнет, затем побежать наверх. Вот у нас тут это пушка. We're going to come to about here, look straight up and chuck the nade up there. If it doesn't blow up, you can chuck a normal grenade at it and it will blow up like I had to here. But you can destroy it in one heavy grenade if you hit it properly. So if you mess up, you might want to reload and try again. Можно взорвать эту пушку с одной гранатой, так что если у вас не получилось, можно загрузиться и заново уничтожить. Ну и заново. Ой, что это было? У нас интернет отключается, ребята. Стреляем в ногу чуваку, который стоит за пушкой, потому что иногда он может выстрелить в вас, когда вы поднимаетесь по лестнице, поэтому лучше его убить. DLC за дедулю на про довольно жесткое. Я, кстати, пытаюсь DLC 7 части пройти на сложности профессионал. Ага. Я не проходил, кстати, DLC. Вот зачем флешки нужны. Ну, слушайте, довольно быстро он прошел сегмент. Нужно тренироваться много, это нужно много тренироваться. Это круто, что интернет отключается. Послать кому-нибудь конверт весь запечатанный, с марками и печатными, в нем написано «Идите нахуй» и с уважением. Ты уже это писал на предыдущем стриме. Прошел уже на легкой нормальной сложности, забрал бонусы оттуда. Эта арена дико сложная, руиню ее почти каждый раз. Сложно сделать с первого раза правильно. Ну да. Когда смотришь, как чувак играет, кажется, что все просто. Когда смотришь, вроде бы просто. Когда начинаешь играть, все тяжело.
Вообще, Крис Редфилд является одним из моих любимых персонажей всей серии. Мне больше Леон нравится. Если у вас одна флешка, то ее хватит, но лучше всего иметь две. There are some barrels and boxes you can break in this area. Leon gets a bit extra by rolling under this door, even though it's pretty much still completely up. Yes, bro. So just be careful, avoiding these bags. Break open the boxes. Take a little bit of extra time. There's my extra flashbang, so I've got two. Не задевайте мешки, потому что если заденете, вылезет и генератор, поэтому не торопитесь, обходите здесь все. То, что можно обойти. It's, you know, can be a little bit handy to have if you find yourself in a tight spot, I guess, but there's only really one area of combat left. So let's go ahead and turn this thing, run around this way, go, and get out of here. So I didn't break that one box that's on the gurney because there's a viper in it. There's always a viper in it. Я не уничтожил коробку, потому что в ней сидит змея. Так, сейчас будет сложный момент. А зачем он этих убивает? Навистадоров. Из магнума. Дайте здесь флешку, пробегайте. Берите Киллер 7, стреляете в ракетометчика, он помирает. Он не будет отключать, точно. Разворачивайтесь, кидаете флешку. Прыгает чувак, стреляете ему в ноги. Подкидываете его к пулемету и все. Турели. Я свернул направо, потому что там стреляют арбалетчики, и я увернулся так немножечко от выстрела. Вот так вот. Только я пытаюсь сделать это, не вздыхая вовсе, со сбором всех монет, с прочтением всех файлов, и что является самым главным, не используя бонусы, включая легкую контратаку. That can allow you to skip this little animation, and I wouldn't really call it a glitch, right? To me, a glitch is more something where you're, like, I don't know, glitching out of bounds in the game. But sure enough, I did it in my last run, and I advertised my last run as no glitches. And someone in my comment как один из жестких любителей хардкора, канал на ютубе которого, ретро-канал Чапаева, которого обычно называется Чапаем. Чего? Да, я знаю канал Чапая, я на него подписан. Но мне не нравится там прохождение с ножом некоторые. Например, я не смотрел прохождение Village, Resident Evil Village, потому что он там всех врагов убивает. Довольно нудное какое-то занятие. Ну, то есть смотреть, как он там 10 минут убивает одного противника, это, по-моему, лишнее уже было. Чапай задрачивает игру до невозможности и делает выпуск. Го устроим срач на 2 часа и закидаем друг друга копирайт-страйками. Что? Pause the game on and off repeatedly, like right here, just before he does this, it'll stop him from doing it. But yeah, I did that in my previous run, and someone called me out for it, and I was like, God, man, you're really picking this shit apart, you know? You're reaching a little bit there, man, grasping at straws. But oh well. У меня уже прилетел копирайт-страйк. У меня прилетел 1 страйк за копирайт и 1 страйк за поддержку преступных и террористических организаций. Мне хватит. Еще 2 страйка, и у меня канал забанен. But that will probably take a very long time. A very, very long time. So don't be surprised if... Что Азов поддерживал. Наоборот. Если ты Азов поддерживаешь, то тебе не прилетит страйк. Не прилетит, да. А если ты поддерживаешь российскую армию, то тебе за поддержку террористов прилетит страйк.
Брево поддерживаем, да. У нас мир перевернут, блядь, сверху, с ног на голову. Если ты поддерживаешь нацистские формирования украинские, ты герой, патриот, борец за свободу. Если ты поддерживаешь антинацистские группировки, то ты террорист, экстремист. Вот так вот, ребята. Я сейчас на отдыхе в России на 1,5 месяца. Может даже соединение поддержит. 15 июня по конец июля. Ну и чё, как отдыхается у тебя в России? There's 2 more in this area. I like to jump over this wall and shoot them just before we duck under this pillar. So there's one there, one there. Let's go. Duck under Rio. Yep. And then we need to just buy our rocket launcher for Sadler. Все, остается купить ракетницу для Садлера, и мы закончили прохождение. Слушайте, сегодня у нас активный. Лучше не говори об этом вообще на всякий случай. Да, лучше вообще не говорить. Я просто не уверен, что это политика. Что в нашем мире не политика тогда? With the pistol or with any weapon until like the second tentacle swing or something, but I was just using my pistol ammo here because it's like a pea shooter at this point. I thought, why not? And then when I get past that second tentacle swing, I think я слышал, что нельзя нанести урон этому яйцу, этому кокону до того, как тебя 2 раза, ну, до того, как тебя 2 раза не попытаются ударить Садлер. And look out for the ones that you've got to evade. I had that extra heavy grenade here that we found, used that. And just kept sniping and really not a fat lot else to see here. Вот и ракетница подъехала. Pick up that. Shoot him with it. And there we go. Let's get out of here, mate. So the reason, на озеро только не съездить за кишечной палочкой. Кстати, кто-нибудь увлекается амнезией? Не, никто не увлекается. Я, кстати, не играл. У меня столько игр, в которые можно еще сыграть. I know the video is probably just under 3 hours, but the time was 2 hours 45. If you didn't know, like, cutscene time doesn't count towards game time, and also we used the typewriter storage a little bit, and the in-game time doesn't go up when you're in the typewriter, which is why I use it a bit more. Helps you save a little bit of time. Yeah, there's the enemy that we need to shoot. And we're out of here. That's it for shooting. Just need to escape now. Get it sorted. This has been a decent little run. Остался один копирайт-страйк. Really happy that I managed to get it in under 3 hours. And, кооп. Остался один кооп. Кооперативный страйк. Than the 4-hour one. I feel like when a run starts going over 3 hours, people get a little bit like, oh, like it's really long, right? Whereas 2 hours is still long, but it's a little more digestible, I guess you could say. Alright, so if you full on accelerate throughout this section, you should end up, I think, with like 15-20 seconds left at the end. Pretty sure I was holding accelerate the entire time. And смотрите, он на профессионале, короче, вращается. Я просто играл на другой сложности, он трюки не делает. The jet ski, which is kind of funny. Alright. Away we go. Almost done then. So, if you're into no damage runs, I've recently done some no damage runs. I've done Callisto Protocol. I've done
Dead Space as well. I've got a few others. There's other no damage runs kicking around my channel. I've done Dead Space 2 as well. Dead Space 3 is still on the list. But yeah, that's something I'm interested in. I have done a few of them. Победа, ребята. Все, мы досмотрели. I want to do a lot of the other Resident Evil games. Как тут закидывать этими страйками на телефоне? These no damage runs. Давай мне страйков побольше. Обидно, наверное, было бы ноу-хит ранее задамажиться на этом этапе. Да, но у него сохранение есть. У него 15 сохранений, он мог загрузиться. Всем спасибо за просмотр, всем пока.